Всем привет! Подкаст CP0X номер 22. И сегодня у нас супер гость, один из тех, кого, я не знаю, входит точно в топ-3 из тех, кого я хотел бы у нас иметь на подкасте, из тех, кого у нас не было. Евгений Гаевой, founder Interview. Привет, Жень. Привет. И со мной вести подкаст сегодня будет Бобби Акс. Бобби, привет. Привет. Спасибо большое, Жень, что пришел. Действительно, не знаю, как-то я думал о том вообще, кого бы мне хотелось на подкасте у нас услышать, и действительно, составляя свой список интересных гостей, ты был в топ-3. Поэтому спасибо, что уделил время, пришел. Надеюсь, будет интересно. Расскажи, пожалуйста, изначально о себе чуть-чуть, насколько можешь. Откуда ты родом, где учился, как развивался твой путь жизненный до ты? Я изначально из Москвы. Я учился в вышке на бакалавра первые 4 года давным-давным-давно, когда еще вышка была, не знаю, таким оплотом либертариализма, или как это по-русски. И я учился там на экономике до 2005 года, я думаю. И после этого на мастер уже поехал в Голландию, Мастрихт, на 1 год, потому что вышка была офигительным универом, но мне не хотелось там еще 2 года учить хардкорную математику, хотелось уже начать работать где-то. И поэтому мы с будущей женой нашли Мастрихт, а там отучились 1 год, и так и остались в Голландии потом на 10 лет. Раз ты учился в вышке, то я, наверное, позволю себе спросить, что ты думаешь по поводу, такого негласного противостояния вышки и РЭШ? Как ты в твои времена это было? В те времена Рэш был такой очень нишевый, маленький. Ну, не то, что маленький, как бы у него была такая репутация, что там, не знаю, такие очень, не знаю, PhD-люди сидят и таким, не знаю, совсем высокие материи. А вышка была гораздо больше. С одной стороны, да, правда была, я не знаю, философия, прям рыночная философия, все 90-е, 90-е, и что рынок должен двигать и все такое. С другой стороны, гораздо больше повернутая на практику, наверное. Да, то есть как бы найти работу, я не знаю, большой корпорации, делать свой бизнес, то есть гораздо больше про это. А Рэш, у меня такое ощущение, это было больше про более такие, не знаю, научные вещи. Супер. Ты уезжаешь в Лондон. Что происходило дальше? Сначала был в Амстердаме 10 лет. По сути, ровно 10 лет. Я учился на магистра в Мастрихте, а потом я сразу после этого пошел работать в Оптивер, который тогда был и сейчас остается одним из главных маркетмейкеров. И там я был, ровно 10 лет, я строил их маркетмейкинг бизнес. 10 лет ты прямо учился, это была полная аспирантура? Нет, это я работал 10 лет. Окей. Расскажи, пожалуйста, что такое Оптимер и чем ты там занимался, в какой должности пришел, как вообще там оказался, как проходил изначально отбор, и какие были твои задачи, что было в начале, и к чему ты пришел в конце? Я думаю, начну с того, что, в принципе, такая была, не знаю, дилемма, чем заниматься после магистра в Мастрихте. Я начал читать всякие книжки, не знаю, я их называю finance fiction. Там, не знаю, самое известное, наверное, это Liar's Poker, Barbarians at the Gates, то есть всякие такие книги про, не знаю, либо трейдинговые компании, либо как investment banking работал или работает. И во многих из них такая, не знаю, основная канва была, что у тебя там человек приходит в этот, не знаю, предположим, investment bank, и там растет, поднимается, зарабатывает кучу денег, а потом через, не знаю, 5-10 лет разочаровывается и уходит куда-то еще. И мне стало очень интересно, потому что запросы были, не знаю, у меня такой был комплекс неполноценности, я думаю, долгое время. У меня запросы были денежные довольно маленькие. Окей, как бы challenge accepted. Я пойду работать в финансы и посмотрим, разочаруюсь я через 10 лет или нет. Но в investment banking попасть было довольно сложно, и плюс как бы в Голландии именно это не обязательно было очень интересно. Но чем Голландия известна, это HFTs. То есть там High Frequency Trading Firms. Но, по сути, они есть в Голландии и в Америке, и в Англии тоже, на самом деле. Но эти 3 страны, у них самая большая концентрация. Вот так вот исторически вышло. И я подал в один HFT, в Optiver, но там то, что мне в них сразу понравилось, как бы их application процесс был, они прям прямым текстом говорили, нам абсолютно все равно, какое у тебя образование, нам абсолютно все равно, какие у тебя оценки, ты приходи к нам, сдавай самые такие базовые... я по-русски даже не знаю, как сказать. В общем, базовая арифметика. То есть ты приходишь и делаешь 80 вопросов, там базовая арифметика, там 52 умножить на 7.
и у тебя эти 80 вопросов на 2 минуты. Не знаю, там было что-то такое очень-очень хардкорное. Ты приходишь, делаешь 3 раунда этих вопросов, то есть там первый раунд — это базовая арифметика, другие раунды были... Как это снова по-русски будет? В общем, когда тебе числовые ряды как бы продолжить. То есть это были 3 таких быстрых раунда. Я на них как бы тренировался, благодаря жене в том числе. То есть мы просто, не знаю, первые, не знаю, 2-3 дня перед первым интервью я просто решал кучу этих арифметических простых задач. Пришел, прорвался, и потом финальное интервью было просто... Ты просто приходишь и говоришь с фаундером Optiver, говоришь, там, не знаю, с менеджерами, сидишь на трейдинг-флор, задаешь им вопросы. То есть они пытаются понять, как бы получится, если у тебя трейдера нет. Как бы из хайлайтов самое прикольно было, что я там... Как бы есть фаундер Optiver, который сейчас уже не настолько сильно вовлечен в дела, но тогда он был довольно вовлечен. Он топ-100 самых богатых людей в Голландии. Поиграл в шахматы, например. Это было довольно прикольно. Ну и главный хайлайт из этого всего интервью был, что как мы сидим в комнате, и как меня спрашивают, как ты думаешь, какая главная задача, какая главная цель у Optiver? И как бы я, с одной стороны, не знаю, как в универе тебя учат, там, не знаю, всякие там shareholder, там, увеличивать shareholder value или там, не знаю, что-нибудь там, мир во всем мире, не знаю, что-нибудь такое. Я по сайту понял, что они люди очень, не знаю, direct. И, в принципе, голландцы очень direct люди. И я сказал, окей, я думаю, вам задача Optiver — это зарабатывать деньги. И они оба расплылись в улыбках, и после этого меня взяли. Ну и по сути, когда я к ним пришел, это было очень интересно, потому что вот я был с ними 10 лет, и за эти 10 лет они прошли путь между таким, не знаю, late-stage стартапом. То есть когда я пришел, там было 300 человек в команде. Когда я ушел, было 1500. То есть это было между late-stage стартап до proper corporate, когда я уже уходил. Когда я уже уходил, там появился compliance, там появился proper risk, там появилась куча этих, не знаю, занудных процессов. И было очень интересно увидеть эту компанию, как она растет из очень интересного и динамичного что-то гораздо более established. Именно такие процессы, если честно, я испытываю на себе в данный момент. И ты сказал об этом, что это было интересно. Ну да, наверное, интересно, но мне вообще это, если честно, не нравится с моей стороны. Потому что я действительно, я честно, приходил тоже в стартап, где было 50 людей, а сейчас у них 800. И мне вообще не близки эти процессы. И я думаю, я каждый день, если бы не виза, я бы каждый день, думаю, уговариваю себя не уйти. У тебя было так же? Или тебе действительно нравятся эти процессы? Да, не нравились, но сейчас, глядя назад, когда строишь свою собственную компанию, начинаешь понимать, окей, как расти дальше. Не знаю, то есть Wintermute вырос за 8 лет, там, не знаю, с нуля до... Сейчас у нас почти 150 человек, и как каждый год я думаю, окей, как мне вырасти, с другой стороны, не стать этим корпоративным скучным монстром. И то есть учиться на чужих ошибках более-менее. Да, в этом плане, конечно, да, это интересный опыт, я уверен, посмотреть и размышлять над тем, как преобразоваться, да, из того, где ты всех знаешь в компанию, компанию, где уже наверняка ты не будешь всех знать в лицо, и даже кто чем занимается в данный конкретный момент, как выстроить структуру. Расскажи, пожалуйста, чем ты в компании занимался в Optiver, хотя бы быстро пробежаться, какие были ступеньки? Вряд ли ты пришел и сразу тебе дали какие-то большие полномочия, или, хотя не знаю, может быть, ты так покорил ответом, что ты говоришь, делай деньги, значит, все. Вот тебе, не знаю, какое-то направление, делай деньги. Но Optiver тогда и сейчас, в принципе, он был более-менее знаменит торговлей опционами. И у меня так получилось, что, не знаю, то есть там была часть тренинг-программы, то есть она где-то была месяца 2. Во время этой тренинг-программы они, не знаю, что-то они как-то меня отсортировали. Опционы, они такие, очень тактическая вещь. И они меня отправили не в опционы, а в Delta One. То есть это, в общем, когда торгуешь инструментами, которые очень сильно коррелируют друг с другом, по сути. И эта Delta One команда, она на тот момент там были, не знаю, в основном такие, не знаю, старички. Старички, не то, что им 50 лет, а то, что, не знаю, там 5, 7, 10 лет работы. То есть там я был первый тройни за 3 года, наверное. После меня наняли больше, но я был, не знаю, самый первый тройни, по сути, там за долгое-долгое время. И меня
посадили, изначально просто дали, не знаю, пару акций. Я даже помню, как и Fortis. Был такой банк бельгийский потом, который купил кто-то. А я этот Fortis арбитражил между, там, не знаю, 2-3 биржами. И мне дали тулсы, мне дали, там, не знаю, всякие, там, не знаю, DDT и все такое. И сказали, вот тебе, там, не знаю, Excel spreadsheet, тебе всякие там плагины в этот спредшит и делай, что хочешь. Но мне это очень понравилось, потому что такой, не знаю, это было очень entrepreneurial, то есть очень, очень интересно делать, и как бы тебе дают полный карт-бланш делать все, что хочешь. И как бы я с этого начал, и после был в составе команды, которая арбитражила разные фьючерсы на основные европейские индексы. И с ними я был где-то месяцев 6, наверное. Тоже было интересно. А потом меня перевели на спот, который занимался, с одной стороны, торговал ETF-ами европейскими, а с другой стороны, делал арбитраж этих индексов, фьючерсных индексов на underlying, ну, как бы на баскеты. То есть там, если у тебя, например, есть Eurostoxx 50 индекс, то есть это топ-50 европейских акций, а у тебя есть корзина этих 50 акций, и ты, соответственно, арбитражишь эту корзину против фьючерсов. И это был такой довольно занудный спот. Мой предшественник на этом споте уволился, потому что ему там было скучно, и он не мог там ничего вообще заработать, и как получил очень маленький бонус, и он был такой, не знаю, очень разочарован в опциях, в жизни и во всем остальном, наверное. А мне это понравилось, потому что там, опять же, как бы они торговали там, не знаю, пакетно, наверное. В то время как там, не знаю, было больше 200 available, но они только 20 самыми простыми торговали. И с другой стороны, эти баскетс, которые тоже у тебя постоянно есть арбитраж, у тебя постоянно есть всякие там, не знаю, интересные corporate actions, которые происходят. То есть у меня, наверное, самый большой хайлайт не то чтобы даже оптивер карьера, не знаю, жизненной карьеры, ну и жизни, в принципе. Там была очень интересная история с Volkswagen в какой-то момент. Volkswagen случился short squeeze. И short squeeze — это когда люди, в общем, позаимствовали кучу этих Volkswagen акций, не могли их вернуть, и им пришлось их покупать на открытом рынке, заимствовать. И это в какой-то момент сделал Volkswagen на один день, насколько я помню, на пару дней. Это была самая большая компания по капитализации в мире, просто из-за этой очень странной ситуации. А я сидел как бы посредине всего этого, потому что я торговал немецкий индекс против немецкой корзины. И я, никому ничего не сказав, этот Volkswagen шортанул. Но как бы шортануть через акции было невозможно, потому что их нельзя было заимствовать ни у кого. А я продал немецкий индекс, всю корзину, кроме Volkswagen. У меня была такая, не знаю, синтетическая позиция. Но при этом я никому про это не сказал. Почему-то, ну, не знаю, был молодой, неопытный. Я подумал, как бы... Ну, я помню, что я сделал эту позицию, потом рынок закрылся, я иду домой и думаю, блин, я никогда не был в чем-то уверен так настолько сильно, как сейчас. Я думаю, на самом деле, у меня этого такого ощущения никогда в жизни потом уже не было. И на следующий день я прихожу обратно на работу, Volkswagen обрушился, потому что как бы люди нашли способ это прийти. Я там заработал, не знаю, 500 000, где очень-очень много денег. А потом подошли все эти старшие товарищи, похлопали меня по плечу, сказали, молодец, все такое. А потом через пару часов ко мне пришел риск и head of trading, и сказали, что как бы Женя, как бы это все кажется замечательно, но вообще хорошо было тебе сказать, если бы ты берешь такую большую позицию. И, в общем, мне на карьеру это не очень положительно повлияло, то есть довольно отрицательно повлияло на самом деле, но как такой тренинг мне очень это помогло, потому что, как я уже сказал, у меня был такой, не знаю, я был не до конца уверенный в себе, а это с уверенностью очень сильно помогло, я думаю. В принципе, не знаю, все эти такие crazy вещи, когда я уже пришел в крипту, это тоже очень сильно помогло, потому что когда ты знаешь, как, с одной стороны, реагировать на эти crazy ситуации, с другой стороны, когда у тебя есть уверенность, что как бы есть трейд, ты должен его сделать, и если ты уверен, ты должен просто go for it. А ты же работал во время кризиса 2008 года? Я пришел в 2007, соответственно, кризис был в 2008, то есть я как раз там был, да, в это время, как совсем-совсем джуниор. Было очень весело. Как фирма пережила кризис? Или у них не было там directional риска, и все хорошо было? Нет, было очень интересно, потому что была дикая волатильность в 2008, и тоже был такой, не знаю, очень интересный learning moment, потому что 2008 был абсолютно crazy. Те дески, то есть там были абсолютно сумасшедшие opportunities, не знаю, каждую неделю.
компания заработала кучу-кучу денег. Но опять же то, что на такие параллели с криптой, что компании все получили очень замечательные бонусы, а потом случился 2009, volumes все ушли, обрушились на 50 или больше процентов. В 2009 бонус, если он был, то он был, не знаю, абсолютно минимальный. И как бы потом я уже с криптой прошел через это как бы после 22 года, например. Сейчас мы, скорее всего, тоже вот этот год следующий будет потенциально не очень интересный. В принципе, маркетмейкеры всегда проходят через вот эти вот, не знаю, cycles, когда у тебя, если у тебя очень-очень хороший год, но при этом все рушится, то следующий год будет не очень интересный, скорее всего. Много что хотелось бы спросить про Optiver, но мы ограничены, в принципе, во времени, поэтому давай медленно переходить к криптовым временам. В какой момент ты вообще познакомился с криптой? То есть я не думаю, что первым, что было, что ты узнал в крипте, это было такой... Как только ты узнал, через месяц пошел уже создавать интервью. Поэтому наверняка ты где-то об этом слышал раньше, и это как-то начало появляться в твоей голове, и ты как-то об этом размышлял. Скажи, вот, когда ты впервые узнал про крипту, в каком контексте, и как развивалось дальше твое отношение с криптой? Году в 15-16, скорее всего. И я изначально был такой, не знаю, биткоин человек, к сожалению. То есть меня зацепила технология, но, опять же, как бы последние, не знаю, вещи про Optiver, Optiver был такой очень contrarian environment, то есть люди, как бы трейдеры, все, не знаю, все просто шутили над биткоином, что это абсолютно joke, и как бы когда твои старшие товарищи так делают, ты как бы тоже уже не относишься очень серьезно. И поэтому, пока я был в Optiver, я как бы тоже к этому так подходил не очень серьезно, но мне как бы блокчейн нравился. То есть я понимал, что блокчейн, он реально может disruptить все эти intermediaries, то есть он может disruptить там prime brokers, и много что можно disruptить с блокчейн-технологией. Но я как бы смотрел на это просто как, что по сути то, что сейчас происходит со стейблкоинами, я думал, что окей, это и то, что можно делать на блокчейне, а все остальное все это полная фигня. Потом я ушел из Optiver, и я переехал в Лондон с семьей, и у меня было как больше времени экспериментировать, и больше, как бы, меньше людей, которые бы меня, наверное, учили в плане, что можно, что нельзя. И я в этот момент сделал Coinbase аккаунт и купил совсем немного биткоина, просто, не знаю, посмотреть, что будет. И буквально через неделю он очень вырос в цене. Это был уже апрель 2017 года. И это меня очень сильно зацепило мой attention. TradFi у тебя, может быть, не знаю, 10 дней в году, когда это интересно, остальное довольно занудно. А в крипте мне стало очень быстро очевидно, что не знаю, 10 дней в году, когда ничего не происходит, в остальные дни что-то происходит довольно хардкорное. И то есть вот эта волатильность меня изначально очень сильно зацепила, и я как бы продолжал не особо то, чтобы верить во все это дело, но мне стало понятно, что торговать им будет довольно прикольно, потенциально. И я сконнектился с товарищем, который тоже ушел из Optiver совсем недавно, и мы решили, окей, почему бы не попробовать сделать маркетмейкера в крипте. Получается, вы сделали как в книжку, про которую ты рассказывал, то есть 10 лет поработали, и все, можно во что-то другое уходить. Да, я изначально уехал, потому что я не хотел трейдингом заниматься. То есть я почти что разочаровался в этом всем. Я даже прошел через несколько раундов интервью в топовые эти консалтинговые компании. То есть я думаю, до самого последнего раунда дошел в McKinsey, но, к счастью, они меня не взяли. То есть я попробовал много-много разных вещей, но меня не зацепили, консалтинг не взял, и нужно что-то делать с жизнью, и как бы тогда биткоин подвинулся. Правильно я понимаю, что, значит, вы являлись, то есть ты нашел человека, с кем ты уже был знаком по Optiver, и вы вместе в тот момент и решили создать Wintermute в этот момент? Любой момент, да. Ну, как бы решение было больше мое. Товарищу было нечего особо делать, поэтому он с радостью присоединился. Потом еще через 6 месяцев мы еще одного тоже товарища, который все еще с нами, Йоан. Его мы взяли, потому что как бы у меня был трейдинг-экспертиз, первый CTO, соответственно, был опыт кодинга, а Йоан принес как бы фандрейзинг часть, то есть он нам помог рейзить наш 2 раунда. Какая была изначальная идея Wintermute? То есть вот когда не взяли, условно, тебя в McKinsey, такой, давай делать что-то свое, что-то делать. Что была, какая идея под? Это просто маркетмейкер фирмы или что? Или типа какой-то... то есть ты знал, что там есть волатильность, как я понимаю, и на чем изначально должен был формироваться изначальный тезис того, что вы формируете какой-то свой новый entity?
Я начал с того, что я думал, окей, мы просто делаем арбитраж. Потом в течение 2017 года я более-менее, не знаю, понял, как бы, что крипто — это не только биткоин, и что там много чего другого происходит. Там начался этот ICO-бум, и я тогда уже начал читать, что надо выкуривать очень сомнительных маркетмейкеров, которые, там, не знаю, делали pump and dump, wash-трейдинг и все остальное. И я подумал, окей, может быть, мы можем построить целый бизнес вокруг более compliant, ethical маркетмейкинг этих токенов. Наш первый дек, который мы послали всем инвесторам, и с которого мы рейзили, по сути, он был вокруг того, что мы будем делать именно как бы маркетмейкинг этих ICO. Но на тот момент, когда мы начали рейзить, это был уже 2018 год, эти все ICO начали более-менее умирать, и нам очень скоро, очень быстро пришлось выпуститься, по сути, обратно как бы в проп-трейдинг, обратно как бы в маркетмейкинг токенов, потому что ICO все умерли. И уже потом, через несколько лет, на самом деле вернулись уже на маркетмейкинг таких токенов поменьше. Достаточно легко получилось вам поднять раунд благодаря вашему бэкграунду? Совсем нелегко, нам очень повезло, на самом деле. Это как бы наш seed раунд, и потом, не знаю, extension раунд, это были все просто angels, то есть это были... На самом деле нам повезло, что это были люди, которые... Большая часть этих людей, у них были свои бизнесы, они делали маркетинг, но не в крипте, а в спортсбеттинге. Ого. То есть у них был маркетмейкинг, спортсбетинг, то есть они понимали маркетмейкинг, они в крипте сами завязаны не были, но им было понятно, как явно что-то там можно сделать. Не знаю, практически все венчурные фонды, с которыми мы говорили, нас слали как бы маркетмейкинг, в принципе, он такой не очень venture investable бизнес. И с одной стороны, нам приходилось питчить маркетмейкинг со стороны, если этот венчурный фонд был не в крипте, но в крипте, это было просто невозможно. И Angels, как бы мы за счет них 2 раунда собрали. Прикольно. Тогда здесь, я думаю, может быть, мы сделаем небольшой спин-офф в сторону того вообще, что такое маркетмейкинг, потому что мы знаем, что у нас в пространстве вообще разное понимание, вообще разное, мне кажется, то, что люди вкладывают в это понятие. То есть я знаю, что в TradeFi это по одному случается. У ритейла маркетмейкер — это вообще какой-то такой сферический конь, который там управляет рынком и делает, что хочет. Есть такие какие-то байки. Расскажи, что такое вообще маркетмейкинг, и какая задача у него, и как ты понимаешь слово маркетмейкинг, и чем занимался и занимается, я думаю, Wintermute. Вот именно в маркетмейкинге, а потом мы перейдем к тому, что вообще, что вообще делает Wintermute. На самом деле, как бы, не знаю, когда люди различают маркетмейкинг и трейдинг, на самом деле это более-менее одно и то же. То есть ты не можешь делать одно без другого. Были отдельные маркетмейкеры, но как бы окей, начиная с TradFi, ты делаешь рынки, то есть ты показываешь bids and offers, и по сути в большинстве рынков в TradFi, и на самом деле в крипте тоже, когда ты с кем-то торгуешь, когда ты покупаешь или продаешь что-то, там, не знаю, покупаешь Tesla, например, или покупаешь, продаешь, не знаю, какой-нибудь ETF на S&P, ты практически всегда будешь торговать с маркетмейкером. Ты не будешь там, не знаю, peer-to-peer с каким-нибудь, не знаю, продавцом или покупателем, ты, скорее всего, будешь торговать с маркетмейкером. И на самом деле главная функция маркетмейкера — это, предположим, у тебя Tesla, у тебя, там, не знаю, куча покупателей, куча продавцов. Может быть, у тебя покупателя нет, а продавец есть. И, по сути, роль маркетмейкера — это купить у одного человека сейчас и продать другому, и держать этот риск этой минуты или 10 секунд, или 10 минут, сколько получится. Еще один способ для этого посмотреть, как бы если ты обычный трейдер, там, не знаю, делаешь технический анализ или еще что-нибудь, то, что ты пытаешься делать, это ты идешь на рынок, просишь спред, там, не знаю, покупаешь эту Теслу, и ты надеешься, там, не знаю, через минуту, 10 минут, через год продать подороже. То есть ты немножко теряешь в начале, надеясь, что заработаешь очень много или не очень много, неважно. А маркетмейкер наоборот, то есть он собирает этот спред постоянно со всех людей, которые у тебя покупают или продают. И ты этот спред в течение дня стараешься не растерять. То есть ты зарабатываешь совсем немножко на каждой сделке, и потом менеджешь свой риск, чтобы как бы эти деньги не потерять. По сути, это вот бизнес маркетмейкеров как бы в TradFi, на самом деле в крипто тоже. И дальше у тебя есть, не знаю, разные
С одной стороны, ты можешь, просто показывать bids and offers, самый классический market maker. Если мы идем в DeFi, например, у тебя есть, допустим, Uniswap. Market maker на Uniswap пулах провайдер ликвидность особо не проводят. Они обычно его арбитражат, этот Uniswap пул. По сути, арбитраж — это то, что маркетмейкеры делают очень часто, и на самом деле весь этот активность маркетмейкера, по сути, это создание арбитража сам для себя тоже. То, что если кто-то с тобой торгует на твоей котировке, по сути, они создают арбитраж очень часто. Роль маркетмейкера — это брать этот риск, брать этот временной риск между покупателями и продавцами. Иногда этот риск длится секунды или минуты, иногда этот риск может быть даже дни. Скажи, пожалуйста, кто является чаще всего клиентами маркетмейкеров? Это услугу предоставляют маркетмейкеры кому? Какие есть типы клиентов и в чем отличие? Давай начнем с того, кто является клиентами маркетмейкеров. Я начну с того, что тебе не обязательно нужно быть нашим клиентом. То есть мы можем маркетмейкить любой токен, который мы захотим. Нам не обязательно сотрудничать с проектом, чтобы котировать какой-то новый токен. Все, что нам нужно, это где-то inventory, то есть найти где-то supply этого токена. Мы можем, где-то его у кого-то занять. Или самый простой вариант — продать perpetuals и купить токены, например. И тогда у нас получается, у нас за счет этого получится спот-инвентарь. На самом деле, большинство маркетмейкеров за счет именно так получают свой инвентарь, они продают perpetuals и покупают спот. То есть большинство токенов, которые мы торгуем, у нас на самом деле нет никаких, соглашений с проектами, мы просто не торгуем. Иногда, особенно перед EGE, то есть перед тем, как токен получает первый листинг, очень часто проекты работают с маркетмейкерами, и это происходит, что очень многие, почти все централизованные биржи делают это основным требованием, что у тебя должен быть хотя бы один, а в идеале 2 или 3 маркетмейкера перед тем, как ты сделаешь листинг. Потому что централизованным биржам очень важно, что когда токен листится, у тебя, на самом деле, есть bid and offers, у тебя есть, какой-то относительно активный стакан, что люди могут покупать и продавать, что у тебя не просто, пустой стакан, вообще ничего не происходит. И поэтому они более-менее заставляют найти этих маркетмейкеров. Иногда они рекомендуют, иногда проекты сами находят, иногда есть сейчас всякие, интермедиаries, которые только помогают выбирать маркетмейкеров. И тогда, собственно, протоколы работают, там 2 способа особенно сейчас есть. Платить маркетмейкерам monthly fee, ретейнер, дать им лоун, либо иногда протокол открывает сам аккаунт на централизованной бирже, дает доступ к этому аккаунту маркетмейкеру, и маркетмейкер, он за behalf, делает маркетмейкинг на их собственном аккаунте. Это способ номер 1, мы им не занимаемся. Мы занимаемся, мы торгуем, мы рискуем своим собственным капиталом, потому что в первом случае капиталом рискует, на самом деле, проект. То есть если маркетмейкер теряет деньги за счет своей активности, это все уходит, лосс идет к протоколу. То есть там есть какой-то profit share, если они зарабатывают деньги, но если они теряют, протокол теряет. То как мы занимаемся этим, мы идем протоколом, мы у них получаем токенов, довольно часто получаем embedded call options, то есть, предположим, мы получаем на 12 месяцев, через 12 месяцев мы можем вернуть либо токены, либо стейблкоины или доллары по определенной цене, которую мы заранее договариваемся. И, по сути, это нам дает какой-то дополнительный апсайд, если токен идет вверх. Протокол — это, по сути, если протокол думает, если, наша цена вырастет 2 раза после TGE, мы все равно продали больше токенов. Поэтому мы рады дать этот call-open маркетмейкеру тоже. И мы получаем лон, мы используем свой капитал и этот лон, чтобы потом котировать этот токен на всех биржах, на которых он обычно листит. Это то, как, где-то половина маркетмейкеров, я думаю, сейчас работает. На самом деле интересный вопрос ты поднял, сделки маркетмейкеров, потому что, мне кажется, как раз по ним очень много мифов существует, потому что, например, когда выходит проект на ТГЕ и дампится, говорят, это маркетмейкеры залили. Если выходит проект и пампится, то говорят, это, наверное, маркетмейкеры пампят, потому что они контролируют большую часть сапплая.
Но в целом, когда выходит проект, часто в токеномике написано, что, например, 6% supply идет маркетмейкерам. Вот что средний вот маркетмейкер обычно делает после ТГЕ с этими токенами? Мне кажется, у многих вопрос такой в комьюнити есть. В сути, чаще всего ничего не делают. Ну, то есть, как бы, мы их используем, чтобы торговать, и как бы на этом обычно все и ограничивается. То есть, окей, в какой-то момент, если цена токена превышает этот strike price этого call option, который у нас есть, окей, мы можем начать продавать, на самом деле. То есть, ну, как бы это происходит, если цена растет, естественно. Но если она остается более-менее то же самое, то как бы мы просто торгуем и торгуем. Я могу сказать, что чаще всего цена токена, как бы с моей перспективы, как бы с моей точки зрения, как бы то, что я вижу, чаще всего цена токена падает, потому что у тебя есть продавцы. Как бы это звучит довольно банально и легко, но на самом деле это, там, не знаю, либо инсайдеры, либо очень часто есть airdropы. И эти airdropы тоже довольно негативно влияют на цену, потому что часто как бы это очень, не знаю, очень mercenary люди обычно это делают, и они как бы тоже особо не... Как бы они не заинтересованы в каком-то долгом путешествии с этим проектом, и поэтому они тоже очень сильно продают. Поэтому чаще всего, когда цена падает вниз, это либо инсайдер, либо airdrop, либо какая-то комбинация. Как бы я думаю, есть какие-то маркетмейкеры, которые манипулируют в Азии особенно. Но интуитивно я понял, что это каждый, как бы, не знаю, в 90% случаев это должны быть просто инсайдеры, которые продают. Понятно. Я также думаю, понятно, но думаю, у многих другие версии. Получается, цена экспирации опциона достаточно важная. То есть, если, например, цена выше экспирации опциона, то у многих есть инициатива продавать. Если цена ниже, то наоборот. Но при этом, получается, ни у кого нет доступа к этой цене. То есть, наверное, хорошая практика была бы, если бы проекты сразу сообщали, например, о сделках с маркетмейкерами, о том, какая цена, то есть, чтобы больше информации было у холдеров. В принципе, мы не против этого. То есть проблема, что мы не можем со своей стороны. То есть как бы disclosure должен идти со стороны проекта. Как бы в моем представлении самая лучшая, не знаю, market structure была бы, если бы проект говорил, окей, вот 6% идет мейкерам, вот их strike price, и, знаете, наша команда решила тут продать немножко еще тоже, как бы full disclosure. То есть если бы было гораздо больше disclosures, и плюс еще было бы очень позитивно, если бы проект сказал, за какую цену предыдущие инвесторы купили токен тоже. Потому что как бы довольно важно знать, какой entry point был у как бы всех participants. Потому что очень часто, окей, если у тебя, там, не знаю, инвесторы купили за 10 миллионов FDV, а токен торгует на 100, ну, понятно, что кто-то из них продаст. Как бы самая большая проблема сейчас, на самом деле, тоже как бы то, что мы увидели там в крэше 10 октября. Настолько много этих токенов получили perpetual listing, что очень много как бы open interest и очень много объемов сосредоточены именно в этих perpetuals. И FD, ну, как бы, учитывая то, что float у токенов не очень большой, и у тебя как бы price discovery, я на английский перейду, price discovery у тебя происходит через perpetuals очень часто. И на самом деле тебя как бы вот этот downside pressure, то есть как бы все это продают через perpetuals тоже, что, с одной стороны, как бы драйвит цену вниз, с другой стороны, это иногда создает, не знаю, эти очень веселые ситуации. У тебя, на самом деле, шорт-сквизы, как с Volkswagen, например, происходит, и что у тебя, не знаю, слишком много людей продают, и поэтому потом кто-то находит способ, окей, если мы цену помпанем немножко, мы всех их ликвидируем. И это, на самом деле, случилось со многими токенами много-много раз уже. Маркетмейкеры на этом особо ничего не теряют, но вот эти вот люди, которые пытаются там, не знаю, хеджировать дропы или хеджировать там инвестмент, который анлокится через год, они на этом теряют очень часто, мне кажется. Да, мне кажется, в этом году какой-то максимальный крайм был на Binance. Там, вспомните, если всякие микс, меми, кор достигали там 20 миллиардов капитализации. И в целом Binance залистил там 300 токенов. И я не думаю, что это только Binance, на самом деле. Я думаю, это тоже competitive такая вещь, потому что у тебя, у Binance, с одной стороны, у тебя есть competition со стороны, там, не знаю, Bybit, BitMEX, которые тоже листят perpetuals налево и направо. С другой стороны, у тебя есть competition с Hyperliquid. Им нужно компетить и с теми, им тоже нужно как бы оставаться релевантными. И я не думаю, что это прям, не знаю, Binance, который хочет там, не знаю, делать крайм. Я думаю, что это просто
рынок идет в неправильном направлении, потому что все друг с другом компьютят. Да, в первую очередь у меня вызывали вопрос, зачем они листят токены, у которых там, условно, спот только на биджете, например, там, или на панкейке. Потому что в основном как раз крайм какой-то у таких происходил. Но я думаю, более healthy как бы маркет-структура была бы, если бы они, делистили бы вещи гораздо более часто. И, с другой стороны, очень сильно ограничивали бы open interest тоже. И, с одной стороны, open interest, с другой, очень сильно ограничивали как бы leverage, max leverage этим токеном тоже. Потому что когда ты даешь 50x на какой-то токен, который, не знаю, да, на какой-то, не знаю, сети биржи, это никакого смысла не имеет, конечно. Я чуть-чуть вернусь назад и хотел спросить мнение по поводу того, почему у нас такой маркет, в плане того, что почему проекты не хотят разглашать цену опциона маркетмейкера. Ну и здесь же вопрос о том, в какой-то мере, зачем это театр по поводу раундов, потому что, это, мне кажется, вообще такое, не знаю, странная вещь, потому что почти всегда известно все-таки из тех или иных источников, по какой оценке был раунд, потому что кто-то его поднимал, если это не совсем маленький раунд на 2-3 инвестора, кто-то ходил с деком, и было понятно плюс-минус, по какой оценке они поднимают. Это такая штука, которую, скорее всего, все знают, но никто никогда не дисклоужит, и она как будто бы закрыта, но открыта. Это такая классическая штука, она не только в крипте, по сути, я не знаю, rule of thumb. Если ты поднимаешь меньше миллиарда, ты не говоришь, какой оценки ты поднял. А если ты поднимаешь больше миллиарда, ты стал юникорн, поэтому ты всем про это говоришь. По сути, это все про это. То есть это все пришло из Web2 и из этих, из того, что ты, если не юникорн, то стыдно говорить, что какая оценка была. Более-менее, да. А почему они не хотят проекты чаще всего дисклоужить цену опциона? Непонятно? Я думаю, они, в принципе, даже не хотят дисклозить, особенно они работают с маркетмейкерами очень часто. Иногда, я не знаю, некоторые проекты хотят дисклозить, потому что это им дает, если они работают с нами, например, мы работаем, с солидным маркетмейкером, и они дисклозят, мы серьезные люди. Потому что мы со своей стороны тоже, это не всегда получается, но мы стараемся, не знаю, со скэм-проектами не работать, например. То есть у нас есть какой-то фильтринг внутри, потому что, реально проблема у всех серьезных маркетмейкеров, если ты работаешь со скэм-проектами, и потом, предположим, у тебя, у них какой-то investigation идет, нам тоже влезет какой-нибудь, сапаин или еще что-нибудь, SSE, не SSE, но кто-нибудь к нам тоже придет, может не обвинять в чем-то, а просто, попросить информацию. Даже попросить информацию, это, очень большой гемор для маркетмейкеров. Поэтому стараешься все-таки не работать совсем уже с кем проектами. Обратная сторона этого, то есть если мы с кем-то работаем, это очень часто проекты дисклозят, что это мы, потому что мы серьезные люди. Но очень часто другие не дисклозят, потому что, у тебя, с одной стороны, есть это, не знаю, misunderstanding, что маркетмейкеры делают и не делают. И проще никому не говорить, чтобы люди не фадили слишком сильно. Я думаю, в этом фишка, более-менее. Я думаю, на самом деле, у меня такая, не знаю, идеальная market structure была бы, что как на самом деле, как это происходит, в TradFi на самом деле не так происходит, но у кого больше всего информации на эту тему на самом деле может быть, и это больше всего информации может быть, у больших бирж, Binance, Coinbase, Bybit, то есть Kraken, у них есть информация. То есть если к ним приходит проект, листится, они могут у них спросить и про инвесторов, и про маркетмейкеров, и про strike prices, про все. И для меня идеальная market structure было бы, что перед тем, как они листят проект, они всю эту информацию ритейлу говорят, окей, вот это проект, они рейзли по таким-то разным ценам, вот их маркетмейкеры, у них есть эти ретейнеры, у этих call options, вот вам, не знаю, transparent, хотите инвестируйте, хотите не инвестируйте. Это было бы идеально, и маркетмейкеры бы против этого ничего не могли сделать, даже если они не хотят это дисклозить, окей, ты не можешь ничего сделать с этим. И проекты тоже, если это requirement для листинга, что ты будешь делать? Ты тоже на это согласишься. И кроме этих централизованных бирж, никого больше нет такой, я не знаю, власти информацию требовать перед листингом. Мне тоже кажется, что если ты боишься какой-то регуляторики и даже показывать, кто... Потому что в такой риторике, как ты сейчас говоришь,
Звучит, как будто, такие проекты не хотят рассказывать о том, что они с маркетмейкером работают. Звучит, как будто маркетмейкер — это что-то плохое. Как будто нет, как будто маркетмейкер же это наоборот. Ты понимаешь, что этот токен не будет совсем там вообще непонятно, как чем торговаться, и что не будешь ты сидеть в стакане, условно, один совсем, и что у тебя будет какой-то, ты сможешь там что-то с ним делать вообще, что есть ликвидность. И это как будто уже явно положительная черта для участников рынка, и как будто, то есть, ты должен отдавать эту информацию, сказать, знаете, у нас маркетмейкеры и этот, у нас есть маркетмейкеры, и, в принципе, мы договорились, и все нормально, это вы не будете там скинуты куда-то. Хотелось еще коснуться, может быть, каких-то условий, какие, вот когда происходят там такие сделки с проектами, какие обычно требования идут со стороны проекта, что должен обеспечить маркетмейкер, как это звучит обычно плюс-минус? После этого мы не коснулись. Самое банальное — это то есть, ты должны котировать $10 000 с таким-то спредом, например. И потом $100 000 с таким-то спредом. $10 000, там, не знаю, со спредом, там, не знаю, в 0,5%, $100 000 со спредом, там, не знаю, 2%, например. Что-нибудь типа этого. И если ты не котируешь так, то какая ответственность со стороны маркетмейкера? По сути, если ты не котируешь, как это обычно в договорах прописано, если проект видишь, что ты не котируешь, у нас есть какой-то leeway, то есть мы можем, мы должны котировать, 99%. То есть иногда любой маркетмейкер иногда будет out of market, либо, может быть, у нас какой-то системный апгрейд или еще что-то, или какие-то market conditions абсолютно crazy. То есть иногда мы не будем котировать, это нормально. Поэтому тебе нужно, на самом деле, больше, чем один маркетмейкер обычно. Но если мы не котируем полдня, например, обычно в контракте прописано, что проект может прийти и сказать маркетмейкеру fixes, иди котируй дальше. И если маркетмейкер продолжает не возвращается, то проект может потребовать просто лоун обратно, и все, и закрыть все это дело. Мы сейчас уже скоро перейдем к интервью, пока мы просто обсуждаем еще маркетмейкинг как таковой. И даже вот этим мостиком, переходом я хотел спросить, почему ты рассказал, что, в принципе, два типа сделок обычно происходят с маркетмейкером. Почему Wintermere предпочитает, как я понимаю, может, даже вообще только, оказывается, работает со вторым типом сделок, а с первым типом сделок вообще не работает, как я понимаю, почти не работает, или в очень каких-то экстремальных случаях? Есть несколько причин. Во-первых, нам наш core бизнес — это торговля собственным капиталом. То есть с этим первым вариантом нам понятно, что такое торговать собственным капиталом. То есть мы, делаем арбитраж, мы маркетмейкером, мы подключены ко всем, по сути, ко всем биржам, ко всем DEX, которые имеют смысл, ко всему подключены, можем везде торговать. И мы рискуем своим капиталом, мы знаем, как работает. Если мы будем, подключаться к аккаунтам каких-то проектов и торговать on their behalf, у нас даже нету фреймворка внутреннего на эту тему, на самом деле. И мне до конца непонятно, как, в принципе, проекты менеджет, окей, предположим, у тебя маркетмейкер подключается к твоему аккаунту, а с другой стороны он, может быть, параллельно, как-то тебя, манипулирует и арбитражит. Мне даже непонятно, как конфликт интересов ты можешь, исключить в этом плане. Потому что теоретически, если ты знаешь, что ты котируешь токен так вот, если бы я знал алгоритм моих компетиторов, как они котируют токены, я бы точно мог бы геймзам или, как-то зарабатывать деньги, потому что я знаю точно, что они сделают, если я куплю кучу токенов у них, например. Я буду идеально знать, что происходит. Я не говорю, что это происходит, но мне кажется, вот эта первая модель, она by default, у тебя есть возможность этой манипуляции, потому что у тебя есть если маркетмейкер контролирует твой аккаунт, он знает точно, что ты будешь делать, по сути. И он может что-то, хорошее сделать. И это это одна часть. А с другой стороны, мне очень непонятна вот эта вся profit-share модель, потому что, опять же, даже если бы мы торговали своим собственным капиталом с этим ретейнером, как мы можем доказать, сколько мы ровно заработали на этом конкретном токене, это было бы очень сложно, и абсолютно невозможно проекту было бы проверить, сколько мы заработаем. Можно спорить, должен ли быть all option, например, но абсолютно точно не должно быть этого profit share, потому что это абсолютно невозможно проверить. Там, я думаю, что ты говоря о том, что маркетмейкер контролирует что-то, биржа контролирует маркетмейкер аккаунт, явно. У протокола есть вот это в первой модели, протоколы делают аккаунт на бирже,
и потом маркетмейкеры подключаются, как бы, и потом этот протокол шерит API keys с маркетмейкером. И маркетмейкер, по сути, контролирует этот аккаунт. Да, биржа условно знает, что происходит, какая стратегия. Да. Ты же знаешь, что происходит, да. Да, поэтому, что там в этом была проблема. А правильно ли сказать, что во второй модели вы берете на себя больше риска? Ну, абсолютно, да. Потому что если все лоссы, как бы, если кто-то хардкорно манипулирует этот токен, например, или, ну, просто на самом деле, как бы, что происходит, как бы, back to, что делают маркетмейкеры. То есть, предположим, мы котируем стакан, и, предположим, там приходит какой-нибудь, не знаю, инсайдер и начинает токен дампить очень сильно. И мы покупаем, токен идет вниз, и мы сидим на этой длинной позиции, закрыть мы ее не можем, потому что токен неликвидный. Мы теряем деньги. И наоборот, приходит большой покупатель, про которого мы не знаем, и начинает там покупать. И опять же, как бы мы на большой короткой позиции закрыть ее тоже не можем. То есть риск, он реальный, на самом деле, у маркетмейкеров. И я могу сказать, что больше 50% этих токенов, которые мы котируем, как бы мы на них в какой-то момент точно теряем деньги, потому что они очень неликвидные, их очень сложно, на самом деле, арбитражить, их очень сложно закрыть этот как бы временной риск между покупками и продажами очень часто. То есть это не easy money, абсолютно точно. Раз вы берете больше риска, то и цена должна быть, скорее всего, услуги, наверное, выше. Или как это работает? Поэтому у нас есть этот колл-опцион очень часто. Как бы мы пытаемся прайсить как бы этот колл-опцион, чтобы он покрыл... Это, по сути, для нас это то, что мы работаем с кучей проектов. То есть, на самом деле, это почти что как венчурный бизнес в каком-то смысле, потому что мы знаем, что мы в среднем потеряем, занимаясь маркетмейкером, с большинством этих проектов. Но, может быть, там, не знаю, 1 или 2 из 50 выстрелит, и наш call option будет in the money. И мы на этом заработаем. То есть, по сути, это, да, такая интересная аналогия с венчурным бизнесом в этом тоже. Ты упомянул, что чаще всего вы оказываетесь в убытке, делая маркетмейкинг. Как тогда это работает? Если ты говоришь, что вы торгуете на собственные средства, то есть без оказания услуги чаще всего теряете деньги, или насколько вообще действительно маркетмейкинг прибыльное занятие, если никто из проектов вам не платит? Ну если мы не работаем напрямую с проектом, мы смотрим на токен. То есть, например, там, не знаю, какой-нибудь появился новый токен. Если он вообще не торгует, мы на него смотреть не будем. То есть, как бы нам ничего там интересного не будет. Если volumes большие, там, если он листится на всех топовых биржах, например, и там в DeFi что-то происходит, может быть, какой-то OTC-флоу потом будет, мы знаем, что может быть каким-то нашим... То есть, если мы знаем, что мы можем зарабатывать деньги там на арбитраже и на маркетмейкинге, мы в этот токен пойдем. То, что я сказал, на чем мы теряем деньги, это очень часто менее ликвидные токены, где у нас есть contractual obligations, а там, где у нас нет contractual obligations, то есть это обычно как бы мы принимаем решение, что окей, мы хотим торговать этим токеном, потому что мы на нем заработаем деньги. Правильно ли здесь сказать, что, условно, когда у вас нет контракта, вы заходите в токены, где, условно, есть уже какой-то другой маркетмейкинг, и это компетитивная среда, где вы выиграете у других маркетмейкинга за счет того, что они, с какими-то облигейшенами есть? Или, может быть, вообще это дикая среда, и вы просто выигрываете у них, как в компетитивной среде? Я думаю, это больше компетитивная среда, потому что если мы заходим в какой-то токен, это обычно значит, что объемы там уже есть интересные, и то есть текущий маркетмейкер точно не теряет на них, он точно на них зарабатывает. То есть как бы мы будем с ними компетить, не знаю, часть этого профита у них заберем, часть, большую часть, маленькую часть, в идеале большую часть. Как бы они точно на этом зарабатывают в этот момент. Поэтому мы и заходим, и не только мы, но и другие. За счет obligations они зарабатывают? Просто за счет объемов. Как бы, и плюс они зарабатывают в том числе, как бы у тебя есть довольно большой competitive advantage, как бы, окей. Если ты получил этот лоун, и у тебя есть этот лоун, у тебя есть этот инвентарь, которого больше никого нет, то как бы у тебя явно есть competitive advantage по сравнению со всеми остальными. Грубо говоря, если есть токен, у которого нет никаких perpetual listings, как бы это редко сейчас случается, но если у тебя есть токен без perpetuals, который очень много торгует, то да, у тебя маркетмейкер как бы официальный, у него будет competitive advantage, не знаю, с неофициальным маркетмейкером, потому что тогда, не знаю, единственный способ у тебя получить инвентарь — это его купить. И как бы если покупаешь, у тебя, получается, у тебя есть directional риск. Это уже не настолько весело. Последний вопрос, наверное, здесь, в этой стезе о маркетмейкинге. Задам его в этой части, чтобы не сильно провоцировать на вашу конкретную стратегию, но там, насколько часто WinPremium оказывается в directional позиции по разным вещам? Ты уже упоминал, что часто вы находитесь в убытке, но вот
условно, хотя бы там, не знаю, в целом в маркетмейкинге, насколько это common вещь и насколько, то есть, хотели бы вы в ней оказаться, и насколько часто вы оказываетесь в ней? Ну смотри, у нас есть несколько вариантов, как мы можем в ней оказаться. Не знаю, самый такой нормальный. Мы занимаемся очень многими вещами, и у нас есть adjacent бизнес, который venue. То есть мы инвестируем там, не знаю, в этом году мы проинвестировали где-то 20 разных компаний, протоколов, 22, по-моему. То есть мы где-то делаем, не знаю, 2 инвестмента каждый месяц. То есть у нас есть этот венчурный портфолио, в котором очень часто есть токены. Это явно directional exposure. У нас есть параллельно этому у нас есть такие, не знаю, долгосрочные, не знаю, позиции, которые мы держим в токенах. Это обычно, не знаю, топ-20. Не все топ-10, топ-20, но, не знаю, большая часть из них. То есть там, не знаю, биткоин, Ethereum, Solana мы держим, Hyperliquid из того, что, не знаю, более recent. Относительно долгосрочные позиции, которые мы просто держим, потому что, как бы, это имеет смысл как трежеры, по сути. То есть это имеет смысл держать как в долгосрочном плане. То есть вот эта часть, она часть, за которую мы особо не волнуемся, потому что мы в нее долгосрочно верим. Есть интрадей. У тебя есть, не знаю, неликвидные токены, кто-то их там, не знаю, очень сильно покупает, там, не знаю, может, какой-нибудь инсайдер их там продал очень сильно, или какой-нибудь новый инвестор пришел и купил их очень сильно. И мы иногда у нас может быть там, не знаю, относительно маленькая позиция, либо длинная, либо короткая, и нам, не знаю, занимает несколько дней, чтобы ее закрыть, потому что как бы токен ликвидный. Это случается. Большая часть нашего бизнеса — это OTC. То есть у нас, не знаю, несколько тысяч разных counterparties от high net worth individuals до венчурных фондов, которые очень часто торгуют токенами с нами. И опять же, они иногда торгуют неликвидными токенами, и мы как бы покупаем туда токены, и как бы ликвидные токены можем сидеть на этой позиции, не знаю, день или неделю иногда, потому что просто невозможно ее сразу купить или продать, потому что мы слишком сильно двинем цену. Поэтому мы предпочитаем, не знаю, сидеть на этой позиции подольше и продать с меньшим маркет-импактом, чтобы еще другим маркетмейкерам случайно не сказать, что мы на этой позиции сидим. Это случается тоже довольно часто, но как бы это тоже относительно краткосрочно. В очень-очень редких случаях мы берем directional bets. Это очень редко случается. Если кто-то слишком сильно продал токены, и у нас есть прям, не знаю, какое-то такое мнение, что он вырастет через несколько недель, или токен слишком сильно вырос, и мы думаем, что он упадет через несколько недель, мы можем взять эти позиции, но длинные позиции я бы сказал, 20-30 раз в год, может быть, мы эти длинные позиции берем. То есть это редко, но как бы случается. Короткие позиции мы почти никогда. То, что нам говорят, то, что нам приписывают очень часто, как бы короткие позиции в токенах, это, не знаю, это самая рискованная вещь, которую ты, в принципе, можешь делать в крипто, шортить что-то, потому что если ты что-то покупаешь, как бы, окей, максимум, что ты можешь потерять, это то, что в это инвестировал. Если ты что-то продаешь, ты можешь потерять, там, не знаю, 10x of your capital, 100x of your capital. Как бы токен может пойти куда угодно. Там может быть short squeeze, не знаю, все что угодно. И поэтому шортить — это такое неблагодарное занятие, и как бы делаем в очень-очень редких случаях. Хотел бы я здесь перейти чуть-чуть больше к Wintermute как таковому. Можешь сказать в данный момент Wintermute, насколько большая эта компания и какие области вообще покрывает данный Wintermute? То есть, я так понимаю, большой Wintermute — это все-таки зонтик, каким-то разным. Ты уже упомянул, что есть VC, мы знаем, что есть маркетмейкинг, есть, видимо, OTC-площадка, я не знаю, она входит в маркетмейкинг или нет там. Но вот условно, что под этим зонтиком находится? Нас сейчас 140 человек, что, в принципе, для всего, что мы делаем, я считаю, все относительно мало. То есть я довольно рад, что нас так мало. У нас 3 core activities. То есть первое — это prop-трейдинг, маркетмейкинг в централизованных биржах. То есть это то, с чего мы начали. У нас топовые позиции на самых больших централизованных биржах обычно. Торгуем в среднем. В этом году, мне кажется, где-то $10 миллиардов в день мы торгуем долларов. То есть это, как бы, не знаю, самый-самый core бизнес. Потом у нас довольно большая часть, которую мы начали в 2020 году, это DeFi. Опять же, как бы Solana и Ethereum — это, не знаю, самые, как бы у нас там топовые позиции по P&L и по марке и по volumes. И третья часть — это OTC. И OTC — это, да, то, что я сказал, у нас несколько тысяч counterparties, которые, многие из них нас пингят,
купить, продать там Сирию, биткоин, какой-нибудь там, не знаю, random alt. Иногда, не знаю, мы делаем там stablecoins into fiat conversions. По сути, все, что возможно. И с одной стороны spot OTC, с другой стороны derivatives тоже. То есть мы делаем всякие более комплексные стратегии, там, не знаю, с CFDs или futures. Мы можем делать какие-то еще более комплексные стратегии с опционами, covered call options, например, чтобы сделать yield протоколом или венчурным фондом. То есть довольно большой range of activity. Это как бы core бизнес. И это все происходит как бы более-менее в одном black-боксе. Все, что мы делаем в OTC или в DeFi, оно соприкасается напрямую, что мы делаем в CeFi тоже. То есть это все как бы торгуется из одного from the same book. Параллельно с этим у нас есть некоторые как бы auxiliary вещи, которые мы делаем. То есть венчурный бизнес, с одной стороны, у нас там сейчас 4 человека сидят и как бы инвестируют активно. У нас есть research бизнес, который тоже довольно, не знаю, auxiliary, с одной стороны, с тем, что мы делаем core бизнес, с другой стороны, как бы они проводят, не знаю, как бы мы делаем много чего на governance side. В этом году, там, не знаю, мы очень сильно были involved с Aave, с Compound, с Slido. То есть мы очень часто принимаем участие в этих вещах, помогаем, в принципе, с ресерчем, там, кому нужно помочь. В этом году у нас, не знаю, очень интересная инициатива была Alpha Challenge, то есть мы сделали challenge, как бы наша research команда сделала challenge, там были, не знаю, 10, по-моему, довольно сложных DeFi ридлов, которые нужно было сделать. И после этого как бы довольно много людей скрейтило в этом, и мы некоторых наняли, некоторые из них наняли наши портфолио команды из нашего венчурного бизнеса, тоже было довольно интересно. У нас есть своя single-dealer платформа, то есть как бы обычно люди с нами торгуют через чат, но у нас как свой интерфейс, как бы люди могут за него залогиниться и там торговать с нами относительно более удобно, если кому-то не хочется по чату с нами разговаривать. То есть, да, активностей много. И как бы goal на следующий год, на самом деле, как бы опережая вопросы, это пойти дальше, и на самом деле наш следующий фронтир — это TradFi. Для меня это going full circle, начать торговать, на самом деле, все эти TradFi инструменты. Как бы мы начинаем с крипто-ETF, мы начнем с tokenized equities, на самом деле ambition, то есть, не знаю, торговать по сути всем. Не только криптой, но и вообще акциями, облигациями, commodities, всем. А насколько ты веришь в целом в TradFi перпы, которые сейчас Hyperliquid, Ledger стараются запустить, насколько я знаю, насколько, конечно, Binance тоже хочет. Просто есть проблемы с overnight трейдингом, с трейдингом выходного дня. Я думаю, это интересный очень пайлот, абсолютно точно. Я думаю, он будет работать, как бы у тебя будет, я думаю, будет ликвидность, не знаю, в топ-7 stocks, или там, не знаю, какой-нибудь MicroStrategy, грубо говоря, который можно как-то прайзить на выходных. Но я не думаю, что мы в каком-то ближайшем времени сможем, не знаю, увидим, что они запустят там, не знаю, все 500 акций в S&P 500, которые будут perpetuals на них, которые будут торговать, не знаю, по субботам и воскресеньям. То есть никакой маркетмейкер это не будет держать, потому что это просто, не знаю, очень close to impossible этим заниматься, маркетмейкером, потому что, да, у тебя есть выходные, на этих выходных происходят, там, не знаю, могут случиться какие-нибудь новости. Если ты эти новости пропустишь, что тебя кто-нибудь купит или продаст, тебе ничего хорошего как маркетмейкеру не будет. То есть я думаю, в ближайший год это будет интересные акции, которые будут на выходных торговать, не как щиткоин, а как не знаю, как что-то такое, не знаю, веселое. А потом посмотрим, потому что у нас потом, может быть, CME запустит что-то в выходных, потом, может быть, даже Spot Exchange как Nice торговать в выходных. В какой-то момент, когда мы перейдем, если мы перейдем в market structure, где у нас есть и спот-трейдинг, и derivative трейдинг выходные, это станет все гораздо проще. Если честно, мне очень хочется больше спрашивать про рынок, чем про какие-то вот эти базовые вещи, и про какие-то... Мне хотелось бы от продвинутого участника рынка спрашивать, как и про всякие проблемы, которые у нас есть на рынке. Но последний вопрос в этой части, который я не могу не задать. А кто из ваших компетиторов, кого ты как бы считаешь сильными? Какие-то имена маркетмейкеров, которые ты считаешь, что они
понимают, что они делают, и кто является вашими компетиторами? Хороший вопрос, потому что у нас такая, не знаю, уникальный позиционинг, что мы делаем все. То есть как бы мы делаем, да, и CeFi, и DeFi, и OTC, и маркетмейкинг токенов, и венчи, вообще все-все-все. То есть большинство из наших компетиторов, они очень часто в какой-то конкретной нише завязаны, и конкретно, не знаю, очень эти нишевые вещи делают. То есть если мы смотрим на централизованные биржи, то там, не знаю, Jump Trading, скорее всего, Jump, может быть, Jane Street, они точно впереди планеты всей. То есть они очень серьезные компетиторы, они там, не знаю, очень балансы на Coinbase и да, ну, на всех серьезных площадках. Если мы смотрим, например, на DeFi, то там, например, у нас, не знаю, самый серьезный SCP, Symbolic. То есть они очень сильные на DeFi, и с ним в большей степени мы с ними компетим. Если мы смотрим на OTC, то это, не знаю, Galaxy, B2C2, Cumberland и FalconX. Я думаю, вот эти 4 будут главные компетиторы. И на маркетмейкинге это, не знаю, наверное, Flow Traders, GSR, Selene, то есть, наверное, они все как бы занимаются вот этими нишами, и эти ниши, они довольно большие, но большинство из них не делают все, как мы, например. А в чем основной edge в целом у маркетмейкеров? Понимаешь, я понимаю, что там совокупность фактов, например, скорость или качество моделей. Опять зависит, чем занимаешься. То есть, если, например, занимаешься DeFi, то edge, на самом деле, очень часто это понимать, как именно блокчейн работает, как ты в этот блок заходишь, как ты сабмитишь транзакции наиболее эффективно, не знаю, какие-то оптимизации с газом. Очень много вокруг понимания, как работает блокчейн. Если ты говоришь про централизованные биржи, это, с одной стороны, latency, с другой стороны, как бы smartness of, насколько твои алгоритмы умные, насколько у них, не знаю, predictive value есть не только сейчас, но там, не знаю, минуты и даже больше. OTC совсем другая, не знаю, вообще абсолютно другая вещь, как бы, когда ты смотришь на OTC, у тебя есть две модели. С одной стороны, ты можешь быть best on pricing, то есть мы на этом обычно фокусируемся. То есть мы стараемся быть best on pricing и как бы просто делать самые лучшие цены. А некоторые наши компетиторы, они фокусируются на white glove service. Они водят там клиентов там по барам, ресторанам, посылают им хорошие подарки, и там, не знаю, у каждого клиента есть там, не знаю, 5 человек, с которыми они могут дедно разговаривать. То есть это там разные модели. В чем наш comparative advantage? Наш comparative advantage, на самом деле, я думаю, как бы с одной стороны стараемся быть comparative во всем, что делаем, но наш главный comparative advantage — это то, что мы делаем все, на самом деле. То есть как бы у нас есть эта мантра внутри компании be in every room where it happens, то есть быть в каждой комнате, где что-то происходит, и мы, как бы это главная мантра, которой мы живем, и подключаться, по сути, к любому пулу ликвидности, который существует в мире, в крипте. И ко всем counterparties, ко всем централизованным, децентрализованным биржам, к CME, там, не знаю, торговать ETF, мы вообще все, где мы можем быть, мы должны быть. И так как мы подключены ко всем этим пулам ликвидности, у нас за счет этого как бы довольно большой comparative advantage тоже есть. Круто. А я спрашивал именно про маркетмейкер, то есть сколько, например, процентов это успех latency, а сколько процентов успеха уже непосредственно модель? Это очень сложно. Это зависит от инструмента, зависит от биржи. Я бы сказал, последнее время модель гораздо... Как бы последние годы, я бы сказал, модель, скорее всего, более важна, чем latency. Особенно в крипто, потому что в крипто у тебя нету какой-то, не знаю, nanosecond competition, абсолютно crazy, который есть в TradFi. У тебя как бы биржа недостаточно, не знаю, развита в плане технологий, поэтому как бы ты можешь latency улучшить до какого-то момента, но в какой-то момент тебе нужно быть просто smart. То есть как бы интуитивно я бы сказал, что да, smartness это как бы превалирует в этом плане. Но, с другой стороны, есть компетиторы, там, не знаю, я думаю, например, Jump условный, как бы они зарабатывают очень много именно за счет того, что у них latency, например, самый лучший в индустрии. То есть ты можешь, на самом деле, у тебя может быть одна ниша, где у тебя самый лучший latency, у тебя может быть другая ниша, что у тебя какой-то уникальный прайсинг, и как бы ты можешь абсолютно нормально coexist и разделывать этот пирог все вместе.
А можно, например, сейчас во время AI просто человек, который хочет написать, например, маркетмейкер, сделать это с AI и торговать на каких-то рынках плюс в крипте? Я бы сказал, это возможно, но, не знаю, в каких-то очень нишевых, как бы, если ты, не знаю, с каким-то AI-ботом пойдешь, там, не знаю, арбитражи, я думаю, по большим случаям у тебя ничего не получится, потому что слишком competitive. Если ты найдешь какой-нибудь DEX, на котором, там, не знаю, почти никого нет, и в котором, может быть, какие-то маленькие объемы или еще что-то, вполне возможно. Но компетить, сам не знаю, с большими игроками довольно сложно, не знаю, в больших токенах сейчас. И особенно сейчас, когда объемы очень маленькие. Когда у тебя объемы большие, когда у тебя рынок очень сильный, когда у тебя рынок занятый, когда у тебя, не знаю, очень много opportunities, у тебя очень часто бывает так, что даже самым большим игрокам не получается все под себя, не знаю, весь opportunity взять себя. То есть тебе может что-то остаться. Но, не знаю, в обычные дни или особенно в bear market у тебя практически нет шансов, мне кажется, сейчас. В принципе, я не знаю, я очень скептически отношусь, что ты сможешь с AI, что можно что-то с AI сейчас делать, потому что я не думаю, что он... По крайней мере, тот AI, который доступен, не знаю, обычным людям, я не думаю, что он сможет что-нибудь выродить такое прям гениальное, потому что я очень скептически отношусь. Давай, кстати, это интересно. А ты, в принципе, к AI относишься скептично в этом плане, или ты все-таки AI-оптимист и думаешь, относительно AI, и думаешь, что через какое-то время он станет настолько компетентным, что ты сможешь с этим сделать? Я думаю, сейчас я очень, не знаю, офигенный productivity tool. То есть, по сути, у меня мнение особо не поменялось, что tool стал лучше. То есть, как бы я и 2 года назад думал, что это такой, не знаю, glorified Google или Reddit или Stack Overflow search. По сути, он сейчас точно так же, просто он стал настолько хорош, что он просто очень много времени сохраняет тебе. То есть, как бы, как productivity tool, это замечательно, как бы и searching, и, не знаю, я очень большой, не знаю, believer, что люди должны AI очень сильно использовать, там, не знаю, со всякими там health вещами, то есть не заменять полностью докторов, но там, не знаю, если у тебя есть какие-то симптомы, ты проверяешь с AI, и потом ты идешь к доктору и челленджишь доктора, что, типа, если он тебе какой-нибудь bullshit говоришь. То есть у меня было очень много уже таких вещей, когда AI мне сказал гораздо более полную, что там, не знаю, у меня могло быть или не могло быть, а доктор тебе, не знаю, доктор тебе какой-то bullshit, и ты ему говоришь, а как насчет этого, давай это протестируем. Потом тестируем, оказывается, что ты был прав. Я и был прав. То есть вот с одной стороны вот этот productivity, legal, health вещь, абсолютно полезная вещь. Кодинг я не могу сказать, потому что я сам не кодю особо в последнее время. Я бы очень хотел вернуться к этому, что времени нет. Но из того, что я слышу, что если это не что-то такое хардкорное, если это, там, не знаю, не супер-мега latency optimizing, но если это что-то, не знаю, тебе нужно там, не знаю, UI какой-нибудь построить с нуля, например, который ты можешь там выбросить через месяц, это абсолютно замечательно работает. То есть я не думаю, что AI тебе вряд ли поможет построить super-performant, like best-in-class код, но какие-то эксперименты или какие-то, не знаю, вещи на выброс абсолютно точно сохраняют время. Что будет в будущем? Не знаю. Если AI сможет придумать какие-нибудь, не знаю, трейдинг-стратегии, или теоретически AI может выйти до какой-то момент до того, что он, реплейсит просто большую часть human decision-making. Но я думаю, когда мы к этому придем, я думаю, мы будем жить в очень другом будущем, в принципе. Я думаю, это будет не самая большая часть моих, не знаю, волнений, что меня реплейсит AI. Я, кстати, здесь чуть-чуть закину своего, что я, да и Бобби, бывшие покерные игроки, и в какой-то момент у нас была похожая штука, что покер машиной никак не выигрывался, и были эти компетишены между AI-кой и людьми постоянно выигрывали, но в какой-то момент, соответственно, AI все-таки победил. И здесь мы тоже, наверное, я думаю, что ты сейчас с улыбкой смотришь на то, что происходит как AI-компетишены по трейдингу. Но да, я как бы не так глубоко в теме и не понимаю, насколько там вот эта штука, которую можно преодолеть, или она достаточно непреодолеваема относительно легко, чтобы AI что-то смог сделать и как-то натренироваться между собой или еще как-то. Потому что я так понимаю, что кластер информации гораздо больше, чем какой-то ЭГС с достаточно ограниченным количеством правил. И поэтому мне хотелось здесь услышать твое мнение в том плане, что
похожая эта ситуация, или она все-таки достаточно далека? Не, ну ты сам сказал, то есть количество информации, оно с одной стороны больше, с другой стороны оно еще и меняется. То есть у тебя с одной стороны куча бирж, куча прайсинг-сигналов, куча, не знаю, новых игроков, там, не знаю, инсайдеров, не инсайдеров. У тебя не было MicroStrategy, вдруг у тебя появился MicroStrategy. То есть теперь тебе нужно это принимать во внимание. Или там, не знаю, CME залистил опционы и начали им торговать. Там теперь тебе нужно это смотреть. Если NASDAQ там, не знаю, не влиял так-то на биткоин раньше, а теперь он влияет по-другому на биткоин раньше. То есть у тебя этих объем данных, он, с одной стороны, почти неограниченный, с другой стороны, он еще постоянно меняется. То есть у тебя эти modes, market modes, они тоже постоянно меняются. То есть как бы покер у тебя как бы количество карт у тебя одно и то же, не знаю, комбинации у тебя одни и то же. То есть как бы ничего там нового не происходит. Может быть, у тебя приходит какой-то там, не знаю, человек, который там, не знаю, как-то блефует по-особенному, но я думаю, это все равно как бы все предсказуемо относительно. То есть ты как, не знаю, у тебя universe это очень сильно ограничен. А трейдинг, он, не знаю. Поэтому я очень скептично отношусь, потому что трейдинг постоянно, не знаю, эволвится куда-то. Тут мне интересно задать вопрос, какой у вас порядок затрат на железо? Потому что, вот оно растет, этот универс, который надо думать и смотреть, и следить. Можешь хотя бы сказать, какой порядок затрат происходит у больших маркетмейкеров на эту часть? Крипто, он не очень большой, потому что как бы у тебя железо, по сути, это даже не железо, это, по сути, AWS. То есть ты все равно хостишь большую часть на AWS. То, что ты должен хостить, там же где биржа. То есть ты, на самом деле, тратишь не на железо, ты тратишь на AWS servers. Как бы порядок большой, но как бы it's manageable. Я даже не могу сказать, но как бы я думаю, у нас больше как бы самые большие затраты у нас точно на людей, то есть как бы на зарплаты и на бонусы. Как бы это опережает и AWS, и железо, и все эти latency, которые у нас сейчас есть. Но как бы если ты идешь в TradFi, например, то у тебя latency и железо — это на самом деле очень серьезные затраты. Они могут там, не знаю, в десятки, даже, не знаю, в 100 миллионов легко уйти в год. Крипто этого пока нет. То есть нет 10 миллионов даже затрат на железо сейчас у вас? Слушай, я так из головы не скажу, сколько мы мне кажется, нет. Интересно, я думал, кстати, что 10 это должно, наверное, перекидывать. Времени осталось не так много, поэтому хотел спросить про текущую ситуацию вообще в мире крипты, как она выглядит с твоей стороны. Что ты думаешь по поводу вообще, мы уже упоминали сегодня, это про повод того, что стало гораздо больше пер-бирж. Хорошо или это плохо для структуры рынка? И дальше перейдем, может быть, к тому, как они развиваются, это пер-биржи. Но начнем с этого. Что думаешь вообще, это хорошо, плохо для рынка? Как это market structure помогает и куда будет двигаться дальше? Я думаю, часть этого, как бы эти все пер-биржи, это часть этого из-за того, что людям нужны новые токены, которыми торговать. Если у тебя есть пер-биржа, у тебя как бы самая большая проблема с этими токенами сейчас, что за ними очень часто нет реального бизнеса. То есть это либо какой-то очередной ghost chain, либо, не знаю, инфра, которая никому не нужна. А пер-биржа, там все очевидно. Окей, у тебя есть биржа, она делает физ, эти физ могут, там, не знаю, идти в buybacks или еще куда-то. Очень очевидный бизнес. И эти пер-биржи, они, естественно, могут там, не знаю, поинты дропать или токены дропать или еще что-нибудь дропать. Как бы тоже как бы это создает интерес их тестировать или их там фармить или еще что-нибудь. То есть я думаю, это будем продолжать видеть, потому что это такой, не знаю, самый очевидный, я бы сказал, даже, не знаю, занудно очевидный use case для как бы токенов. То есть сделать пер-биржу очень-очень очевидно. Как бы насколько там все выживут, как бы понятно, большинство из них ничего не выживет. То есть у тебя есть Hyperliquid, и, по сути, сейчас все пытаются быть Hyperliquid киллерами. Очень очевидно, что у большинства из этого с этим ничего не получится, потому что как бы Hyperliquid вышел не за счет того, что он там, не знаю, у них там какая-нибудь, не знаю, самая лучшая технология, а за счет того, что они очень много, не знаю, инноваций делали с HLP, по ней много делали, не знаю, прилистинг, например, то есть они ликвидность солвили очень правильно изначально. То есть как бы они задали довольно высокую планку, и то есть я думаю, мы все равно будем видеть много-много бирж, которые будут появляться, и на них будут, там, не знаю, гигантские объемы, там, не знаю, первыми фарминг закончится, и они снова в ноль уйдут. Вот эта тенденция точно будет продолжаться. Кто из них, там, не знаю, сможет выйти Hyperliquid, я думаю, это будет сложно. Правильно я понимаю твой тезис в том, что первично на бирже маркетмейкинг, а не технология? Ликвидность, я бы сказал, да.
ликвидность гораздо более важна, и ты как бы можешь достигнуть этой хорошей ликвидности без особо хорошей технологии, потому что, ну окей, ты можешь сделать, там, не знаю, биржу, которая там процессит, там, не знаю, кучу транзакций, там, секунду или секунду, важно. Для тебя на самом деле не обязательно делать. То есть ты можешь сделать, как Hyperliquid, например, ты можешь сделать speedbump, и если ты делаешь speedbump, ты на самом деле открываешь competitive space для даже не самых competitive в плане latency маркетмейкеров. И ты за счет этого можешь сделать относительно ликвидный бук у себя тоже. Я не думаю, что кто-то компетит на тему технологий. Я думаю, где будет больше competition, это, с одной стороны, ликвидность, с другой стороны, risk engine. То есть, сколько ты можешь дать своим юзерам margin requirement, например, то есть можешь ли ты делать cross-margin, можешь ли ты делать, там, не знаю, что-то интересное в плане, там, не знаю, ликвидации, как ты процессишь, там, не знаю, EDLs, все вот это, risk engine, я думаю, будет следующий этот этап, не знаю, следующий фронтир, где будут биржи друг с другом компетить. У тебя, как у специалиста этой области, я хотел спросить, насколько тебе нравится или не нравится модель Zero Fees, которая сейчас становится популярна у компетиторов Hyperliquid? Какую ты видишь из них более sustainable, или какая больше тебе нравится по каким-то причинам? Sorry, Zero Fees, ты что имеешь в виду? Что сейчас часто, условно, на том же Light они говорят о том, что у тебя Zero Fees для retail, что они себя не берут никаких комиссий, и по факту говорят, что они зарабатывают на том, что на спреде каким-либо образом. И, соответственно, параллельная модель, где Hyperliquid, где он берет прямые физ с каждого трейда. Не знаю, интуитивно я бы сказал, что физ, они гораздо более, transparent, то есть ты гораздо лучше понимаешь, где ты зарабатываешь, там, где ты теряешь, за что ты платишь и сколько ты платишь. Потому что если биржа говорит, что окей, ты теряешь на спреде, ты на самом деле не будешь знать, сколько ты теряешь на самом деле на спреде. Если ты не знаешь, что такое продукт, ты, скорее всего, продукт. То есть бесплатно ничего не бывает. То есть либо тебя фармят, чтобы потом эти физ поднять с нуля до чего-то еще, либо ты теряешь на чем-то другом, но ты даже не знаешь на чем. То есть мне кажется, такой больше маркетинг-трюк Lighter или, не знаю, кто бы это ни делал. Но они всегда говорят об том, что есть пример Robinhood, и там эта модель работает. Да, но Robinhood берет деньги с маркетмейкеров, то есть там payment for the flow, как мы, например, есть на Robinhood, то есть, окей, ритейл не платит трейдинг физ, но они за счет этого платят довольно большой спред. И они платят большой спред, потому что Robinhood charges маркетмейкеров payment for the flow. Соответственно, мы те котировки, которые мы даем Robinhood или, не знаю, всем другим ритейл-агрегаторам, ритейл-платформам, с которыми работаем в таком же плане, мы просто даем очень wide quote, потому что мы должны incorporate эти payment for the flow fees. То есть, на самом деле, платишь ты zero fees, но большой спред, платишь маленький спред, но какие-то fees, разницы для ритейла особо нет никакой. То есть это все маркетинг-трюки. Да, у Lighter на самом деле то же самое. У них latency именно у Zero Fee выше, чем у маркетмейкеров сейчас. Типа у маркетмейкеров премиум аккаунты, небольшие фи есть, а, соответственно, у ритейла 0 фи, но latency там на 0,1 секунду больше, например. И да, получается, что чаще всего даже дороже execution на Lighter входит, чем там на Hyperliquid. Еще один вопрос по поводу перпов. Наверняка ты в курсе Hyperliquid, того, что происходило у них на плазме, и как они это резолвили, и ADL, и все эти штуки. Спрашивать тут у тебя, я могу только как у участника рынка, как тебе кажется, с твоей стороны, как это можно было улучшить эту ситуацию, или что необходимо делать в таких ситуациях? Или для тебя вообще кажется, что Hyperliquid, их решение было идеальным? С идеалом? С идеалом, да, и с тем, что, условно, price manipulation, может быть, как-то ограничить, или что-то какое-то, я не знаю, там, сделать, что, условно, в TradeFi мы там делаем ограничения, стопаем маркеты где-то при каких-то изменениях. Это все, на самом деле, это проблема это вся проблема с market structure, в принципе, вокруг этих перпетуумов. Потому что как это работает в TradeFi, у тебя, на самом деле, в TradeFi у тебя есть отдельно биржа, отдельно prime broker, отдельно клиент. У тебя leverage идет, leverage к бирже вообще никакого отношения обычно не имеет.
и отдельно clearing house. То есть у тебя биржа обычно занимается технологией, по сути, то есть биржа, все, что биржа пытается сделать, чтобы, не знаю, сделки нормально происходили. Потом у тебя есть clearing house, который менеджит риск между большими прайм-брокерами, и потом у тебя есть прайм-брокеры, которые, по сути, extend leverage для их клиентов. А современные биржи, что Binance, что Hyperliquid, они делают, они все, не знаю, 3 в одном. И поэтому, у тебя более-менее неизбежно у тебя будет EDL, потому что у тебя биржа должна постоянно выбирать между сколько они денег хотят заработать и сколько они хотят дать левериджу ритейлу и сколько они хотят, чтобы маркетмейкеры, иногда не теряли денег. Это все резолвить идеально невозможно. То есть, не знаю, something's got to give. То есть тебя кто-то потеряет из этих 3. Какие-то биржи решают терять больше, какие-то биржи решают терять меньше, но резолвить это очень сложно. Я считаю, что более здоровые рынки должны просто гораздо меньше иметь, чем левериджа, в принципе, у long-tail assets. Это будет более здоровый рынок, это ограничит гораздо больше и ликвидации, и DL, и все остальное. И когда ты, не знаю, экстендишь большой леверидж и разрешаешь, этот open interest вырасти до каких-то, не знаю, невероятных размеров, у тебя в какой-то момент точно будет либо манипуляция, либо какой-то крэш, либо еще что-то. Что-то точно случится. И это осознанный выбор у большинства бирж. Большинство бирж, мне кажется, выбирает, окей, мы хотим, чтобы у нас было больше бизнеса on average day. И плюс большинство бирж смотрят на компетиторов. Если у тебя компетиторы, не знаю, делают 50x leverage, а ты делаешь 2x leverage, понятно, что ритейл будет, скорее всего, торговать на руку. То есть это очень сложно регулировать тоже в этом плане, потому что всегда будет, не знаю, биржа, которая будет делать более рискованные вещи. Правильно я тебя слышу, что в какой-то мере все оказываются заложниками ситуации, заложниками компетитив, и найти какой-то, нету никакой серебряной пули? Думаю, нет. То есть, серебряная пуля будет, если у нас будет, не знаю, одна биржа, которая все выиграла, и тогда она уже может, не знаю, какую-то идеальную маркет-структуру делать, которая будет нормально работать. Но, опять же, хотим ли мы это? Нет, потому что тогда у нас будет, по сути, гораздо менее competitive space в принципе, потому что эта биржа сможет делать все, что захочет. Тоже не очевидно. То есть, грубо говоря, если у нас будет мир, в котором, не знаю, CME выиграет и, не знаю, всех под себя подожмет, окей, там будет, не знаю, очень хорошая market structure, всем будет нормально, но CME может тогда чаржить любые физы и листить все, что захочет тоже. Не могу обойти стороной топик 10.10. Очень много летело в вашу сторону копий в этот момент. Можешь, пожалуйста, рассказать, как это было с вашей стороны? И как ты видишь ситуацию, почему именно в вас летят часто копии по поводу 10.10? Начиная с последнего вопроса. Я думаю, в нас летят копии, потому что кто-то пишет в Твиттере, что, не знаю, люди знают одного маркетмейкера, и это мы. То есть, на самом деле, все, что не происходит, не знаю. После 10.10, очевидный вопрос был, не знаю, был такой большой крэш, но явно кто-то на этом очень много потерял. Так как люди много маркетмейкеров не знают, все начали спекулировать, что это мы на этом очень много потеряли. А как это у нас было? То есть это было, не знаю, с пятницы на субботу, насколько я помню. Было, с одной стороны, весело, потому что, market crashes, обычно для маркетмейкеров такие очень интересные и веселые ивенты, потому что волатильность большая, арбитража очень много между venues. То есть в этом плане было интересно. А что было не так интересно, это EDL. То есть на самом деле, как я до этого сказал, очень часто большинство маркетмейкеров, как мы получаем наши токенов, нет токен market making deals, мы продаем perpetuals и покупаем spot. То есть у нас большинство маркетмейкеров короткие позиции в perpetuals. Соответственно, где EDL случился, в этих коротких позициях. То есть подавляющая, не знаю, все маркетмейкеры, которые мета, я думаю, got EDL 10.10, потому что у нас всех короткие позиции, чтобы cancelить out длинные позиции людей, которых нужно было ликвидировать, они cancelили out наши короткие позиции. И то есть из этого ивента, когда у нас куча opportunities, мы не знаю, покупаем, продаем, зарабатываем кучу денег, у нас вдруг это превратилось в ивент, что внезапно мы сидим на длинных позициях. Не на дельта-нейтрых позициях, как обычно, а внезапно наши, не знаю, короткие позиции
в нуле, и нам внезапно нужно продавать либо токены, либо снова perpetuals продавать. Если мы будем продавать снова perpetuals, может быть, нам снова EDL, как бы тоже очень, очень такая неясная ситуация, очень challenging ситуация. Как бы то, что помогло, то, что как бы у нас был уже all hands on deck, то есть как бы люди были, как бы наши трейдеры были очень in control of situation, то есть мы смогли очень оперативно реагировать. Эти длинные позиции вдруг появились, и мы их закрыли относительно, ну, в тот же самый момент. Там были несколько токенов, где нас EDL или по ценам, которые не имели никакого смысла, то есть на этом мы потеряли. Это было неприятно. Но, в принципе... Как можно закрыть позицию в этот момент, если чаще всего в этот момент не с кем торговать, маркетмейкеры ушли, условно, из стаканов? Сложно, но возможно. То есть как бы ты на этом теряешь более, как бы, чаще, чем нет, но теряешь не настолько сильно, чтобы, там, не знаю, чтобы тебе было настолько сильно больно. То есть я знаю, что там явно, то есть кто-то там смотрел на всякие liquidations, на Hyperliquid, которые публичные, то есть явно какие-то наши компетиторы потеряли на этом ивенте гораздо больше, чем мы потеряли на EDL. Но я могу сказать, как бы, что то, что мы потеряли на EDL, мы заработали гораздо больше, как бы в разы больше этого просто на трейдинге. С пятницы на субботу, и, в принципе, за эти выходные. То, что трейдинг сам был очень прибыльный. Это, кстати, следующий вопрос. В такие моменты, в принципе, маркетмейкеры чаще зарабатывают или теряют в такие сильные... Я бы сказал, маркетмейкеры, которые к этому готовы, должны на этом зарабатывать. То есть это как бы вот эти дни, это дни, которых ты ждешь. На самом деле, ждешь, не дождешься, потому что на этом зарабатываешь гораздо больше. Есть маркетмейкеры, которые на этом теряют, но, опять же, это тоже очень интересный вопрос, как бы ты строишь свою модель, чтобы она работала под, не знаю, очень волатильные рынки, в лучшем случае, или ты строишь свою модель, которая будет работать, там, не знаю, в 95% случаев, но, может быть, не в самые волатильные рынки. Может быть, ты просто ее выключаешь в волатильные рынки. Как бы правильный ответ на самом деле нет, потому что как бы это вопрос edge, опять же, где на чем ты фокусируешься. То есть я допускаю, что какие-то маркетмейкеры просто выключают свои алгоритмы в такие моменты и ждут, когда это все устаканится. И, может быть, даже теряют, потому что внезапно у них случился EDL, который вообще они не ждали, а их алгоритмы выключены, они теперь не знают, как бы просто из-за этого теряют, например. Но маркетмейкеры, как мы, да, должны зарабатывать на этом. А как ты думаешь, нынешняя слабость биткоина и крипты относительно S&P 500 и золота связана ли она с событиями 10 октября? И если нет, то какие в целом у тебя мнения на этот счет? Я думаю, связано, потому что, думаю, люди, которые потеряли больше всего 10-го, это, с одной стороны, ритейл, с другой стороны, не знаю, всякие ликвидные фонды, у которых были довольно большие leverage, длинные позиции. И это, по сути, помимо сейлора, это главный наш бит в крипторынке. То есть я думаю, пока новые ликвидные фонды или новый ритейл не придет, и нам будет довольно сложно. И как бы мы это видим сейчас, как бы рынок довольно слабый, потому что, не знаю, в принципе, vibes такие довольно грустные на рынке сейчас. То есть я там, не знаю, во всяких чатах там сижу, то есть, не знаю, люди довольно грустно на это все смотрят, потому что у тебя как бы год назад все думали биткоин в миллион и все такое, а сейчас у нас случилось чат, и вообще что за фигня. И поэтому я думаю, надо будет ждать, может быть, месяц-два, может быть, даже 6, пока люди снова заинтересуются всем этим делом. Может быть, это быстрее случится, может быть, это уже в январе случится, я не знаю. То есть очень большая часть этого идет из макро и идет из того, не знаю, будет у нас QE, будет ли у нас какие-нибудь позитивные вещи, там, не знаю, со стороны Америки идти. Продолжится ли этот AI-бум, например. То есть, на самом деле, если будет какой-нибудь AI-бас, например, тоже будет очень интересно, что будет с крипто, потому что, с одной стороны, у тебя будет большая коррекция с риск-активами, то есть крипто может быть еще больше пострадает. С другой стороны, может быть, люди обратно переключатся на крипто, потому что AI is not interested anymore. То есть, может быть, такие, не знаю, двойная интересная вещь, если будет баст в AI. Касаясь еще 10-го, я хотел спросить у тебя, как у активного участника рынка, как тебе кажется, разорвало ли кого-то в этот момент о том, о чем, того, чей труп еще не всплыл? То есть увидим ли мы еще какие-то последствия, или уже плюс-минус эта тема закрыта, и мы уже увидели все последствия относительно именно вот таких вот, понятно, как ты сказал, сентимент как бы явно нарушен, но вот именно что кого-то разорвало, и мы до сих пор не знаем об этом.
Я думаю, кого-то точно разорвало, я просто не думаю, что это системик. То есть я не думаю, что это на что-то повлияет, кроме того, что того разорвало теперь не сможет видеть маркет, как он раньше мог это делать. То есть у нас этих системик игроков в 2021-2022 году их было гораздо больше, потому что они... Антиламида, у нее там, не знаю, было куча длинных позиций там в разных токенах. То есть они явно были системик. С Riaros они явно были тоже довольно системик, потому что они просто заняли кучу денег у кучи людей. А у нас весь leverage сейчас, он на самом деле был сфокусирован на перп-биржах. То есть Binance, Hyperliquidity, Bybit, во всех них. То есть весь leverage был visible довольно сильно. Всех, кого вынесло, их уже вынесло. А в 2022 году было очень много hidden leverage, там, не знаю, в Genesis, в Celsius. То есть весь этот uncollateralized lending, он был hidden, и никто про него на самом деле не знал, поэтому не было понятно, кто еще потом всплывет. А сейчас те, кто blow up, они как бы blew up on perps, и все. Как бы долгосрочного какого-то, не знаю, импакта от этого, я думаю, уже не будет. То есть я в этом плане не особо волнуюсь. И я довольно скептично отношусь, что, не знаю, какой-то марк... То есть, не знаю, очень много... Не знаю, ну, про нас, естественно, говорят, что мы там до сих пор продаем что-то там, какой-то наш инвентарь, и из-за этого рынки идут вниз. Но, в принципе, как бы подавляющее число маркетмейкеров, они delta neutrals. То есть, как бы им нечего продавать. Они как бы на чем особо не сидят. То есть даже если какой-то маркетмейкер blew up, он просто blew up, и все. Как бы история на этом закончилась. То есть я не думаю, что кто-то там продает свой инвентарь все еще. Окей, какой-нибудь, может быть, ликвидный фонд что-то там, не знаю, закрывает сейчас из последних сил. Но это, я думаю, это будет сфокусировано больше в каких-то альтах, в которые они проинвестировали. Но я думаю, то есть то, что биткоин сейчас слабый, я думаю, это просто, не знаю, просто bear market vibes на самом деле. Кажется, что ты сказал, что в данный момент меньше системных игроков. Правильно я тебя услышал? То есть у нас, условно, изменилась структура рынка настолько, что рынок теперь держится на меньшем количестве игроков, и не пришли новые с того момента, как произошли FTX события и вот эта вся красная вещь? Нет, я думаю, как бы те игроки, которые есть, они, если они исчезнут, на рынок это не настолько сильно повлияет. Ну окей, Binance на самом деле самое большое исключение, потому что они реально очень большие. Но, грубо говоря, не знаю, если мы вдруг исчезнем с рынка, окей, кто-то займет наше место через месяц, через два, и все, как бы никто это особо не почувствует на самом деле. То есть, как бы любой маркетмейкер может исчезнуть с этого рынка, и никто этого не заметит в среднесрочной перспективе. Может быть, там, не знаю, месяц-два что-то там будет неликвидное, но какой-то маркетмейкер, выход какого-то маркетмейкера с рынка никто не заметит никогда. А большинство бирж тоже, как бы, кроме, может быть, Binance, я не думаю, что это будет, не знаю, очень большой импакт. То есть если вдруг какая-то биржа каким-то непонятным способом оказалась банкротом, ну окей, это будет неприятно людям, которые держат деньги на этой бирже, но, опять же, я знаю, что это случилось, потому что большинство бирж как бы не держат какие-то, не знаю, длинные leverage позиции, потому что это не имеет никакого смысла. Как бы, я думаю, со времен FTX все выучили, как бы, окей, если у тебя есть биржа, это настолько хороший бизнес, что тебе не нужно гэмблить какие-то leverage, не знаю, leverage user funds, buy stuff. Не имеет никакого смысла, ты просто коллекционируешь эти физы. Я, кстати, не думаю, что это так. Я думаю, что память чаще всего как у рыбки у многих, и они зарабатывают даже бизнес будут где-то идти больше риска, ну, в какой-то мере ради жадности, и все равно мы будем видеть постоянно кейсы, когда биржа... Меньше биржи, да, но большие биржи, я реально не верю, что они такие reckless. Ну да, большие, конечно, я, наверное, их научила. Может, чуть-чуть попытаемся добавить оптимизма. Просто у нас пока случился мы в bear-маркете, и ты в начале подкаста говорил о том, что в следующем году тоже ожидаешь не так много активностей, потому что, ну, там, следующий год типично менее интересный, чем бывает. Что ты думаешь вообще, там, не идем ли мы вообще на дно? Потому что и бывают такие настроения, что сказать, что все, крипта все, и мы как бы... И не с этим ли связано желание Wintermute идти в TradeFi в следующем году? Не, ну, желанием Wintermute идти в TradeFi, на самом деле, это, с одной стороны, диверсификация, но диверсификация не в том смысле, что крипто умрет, а в том смысле, что, окей, если следующий год будет, не знаю, тухлый в плане volumes, мы хотим, чтобы у нас... Ну, и, в принципе, не знаю, всегда будет cycles в крипто, то есть мы не хотим зависеть слишком сильно от cycles. То есть мы верим в крипто, то есть мы верим, что крипто останется, но мы хотим slow years, чтобы мы могли зарабатывать деньги на чем-то другом. То есть в этом плане диверсификация. С другой стороны,
будет очень много, не знаю, интересных комбинаций между TradFi и крипто. То есть это все, на самом деле, will merge into one thing. И то есть в какой-то момент, если мы не будем в TradFi, то нас просто, не знаю, TradFi-игроки выжмут рынка просто потому, что это все будет, на самом деле, одним большим рынком. То есть в этом плане тоже нам как бы мы не можем этого избежать, выходить в TradFi. Что будет с рынком? Я не думаю, что крипто умрет. То есть у нас, как бы я сказал, как бы у нас венчурные позиции большие, как бы свой биткоин, эфир и тоже не продали, несмотря на вайп. Как бы на этом сети. Я лично тоже крипто тоже довольно много в моем портфеле. К сожалению, но, не знаю, я с 2017 года прошел через несколько циклов, как бы мне не первый раз, как в этом меме. Поэтому, не знаю, прорвемся. Я думаю, получим какие-то новые нарратив, получим какие-то новые протоколы, получим какие-то новые чейны. Вайб поменяется через какое-то время. Будет снова весело. Ты сказал, что диверсификация относительно циклов, а нет у тебя ощущения, что... с другой стороны, ты говоришь, что мы зависим от макронарратива. Циклы, получается, как-то скоррелированы или нет? У нас, у крипто и у TradFi. Complicated. Иногда скоррелированы, иногда нет, да. То есть, не знаю, был COVID, например. То есть COVID, как бы, с одной стороны, у тебя все потом крашило в один день, в марте, когда это было. Потом, не знаю, все крипто начало расти впереди планеты всей, потому что у тебя было большой inflow of money in the system. То есть очень часто, да, у тебя макро, естественно, влияет, но оно влияет гораздо лучше, когда у тебя позитивные нарративы в крипто тоже происходят. И когда у тебя когда у тебя рынок видит крипто как какой-то, не знаю, как asset-класс, который risk on asset, который пойдет вверх гораздо быстрее, чем, не знаю, все остальное. То есть тебе нужно, с одной стороны, чтобы у тебя был positive макро, с другой стороны, у тебя нужно, чтобы как бы к крипто тоже позитивно относились. Медленно двигаясь в сторону завершения, хотел спросить тебя про нарративы и про какие-то exciting вещи, которые я не спрашиваю про Wintermute, я хочу спросить лично тебя. Что тебя, заставляет, не знаю русского слова тоже, оно тебя воодушевляет, наверное, так правильно говорить по-русски, воодушевляет именно в крипте, что движет тобой в Wintermute. Вот такие два разных вопроса мы разделим. Сначала давай про то, что тебя именно воодушевляет в крипте, какие, может быть, нарративы, может, какие-то вещи. Я начну с того, что я когда я пришел в крипту, меня интересовала волатильность, меня интересовало то, что, не знаю, есть opportunity заработать деньги, как бы это было весело. Но остался я в крипте, потому что, не знаю, вот этот cypherpunk баг, я его точно получил. То есть, мне именно не знаю, ценности сайферпанковские, мне они довольно близки лично. И, в принципе, то, куда мир движется, не знаю, какую-то большую централизацию всего и вся, как бы крипто — это все еще, по сути, не знаю, последняя надежда как-то это все, не знаю, какой-то найти другой способ делать вещи. И в этом плане, мне это философски очень близко, интересно. И в принципе, то, как Wintermute построен, на самом деле, опять же, то, что мы там, не знаю, соединяем CeFi, DeFi, OTC, все это мы соединяем, это тоже для меня, тоже, не знаю, философски работает, потому что как Wintermute может быть наиболее успешным? Wintermute может быть наиболее успешным, если весь рынок не на одной бирже, не на одном блокчейне, не в одной стране, а если рынок такой, не знаю, очень децентрализованный, с кучей разных трейдинг-веню, с кучей разных, не знаю, блокчейнов, кучей разных всего. То есть, на самом деле, сложно найти более маркетмейкера с crypto values, потому что мы реально заинтересованы, чтобы все было, не знаю, децентрализовано как можно больше, потому что мы один из немногих маркетмейкеров, которые ко всему этому подключены. То есть в этом плане очень интересно. И то, что мне интересно, в плане, не знаю, куда растет интернет, чтобы мы эту децентрализацию, чтобы мы выросли и дальше соединяли не только крипто, но и, не знаю, всякие liquidity pools в традиционных ассетах, не знаю, особенно, не знаю, commodities очень интересно, например, что можно сделать с ценой золота между разными биржами и разными странами. Может быть, мы золото будем двигать через пару лет, не знаю, между континентами. Может быть, мы танкеры с нефтью будем двигать. Не знаю, всякие такие вот вещи, когда мы будем match different liquidity pools
мне это, не знаю, наверное, это самое интересное. То есть, что мы вырастем из этого маркетмейкера крипто, который делает рынки более эффективными, и как бы все это все связывает, что мы будем как бы связывать, не знаю, глобальную экономику и трейдинг и все остальное. То есть что-то в этом плане. Это очень интересно, потому что, да, готовясь к интервью, я писал несколько интервью, несколько эфиров, где ты был, и у меня не складывалось впечатление, что ты... то есть у меня не складывалось и обратного впечатления о том, что ты не близок к сайферпанк ценностям, но и того, что ты близок к ним, у меня тоже не складывалось. Поэтому и даже в сегодняшнем интервью, если бы я не задал сейчас этот вопрос, мне кажется, не сложилось бы такое впечатление, поэтому очень классно, что ты сейчас это озвучил. Это, мне лично это приятно слышать, потому что я надеюсь, что я тоже где-то к ним принадлежу. Нас не очень много осталось. Тогда второй вопрос, что по поводу, я не знаю, нарративов и каких-то, что ты видишь в крипте, каких-то ближайших изменений? Я думаю, не знаю, прикольная штука с криптой, что у тебя постоянно что-то новое придумывают, и поэтому я бы не делал каких-то таких предсказаний. Я думаю, что что-то кто-то придумает в следующем году, чего никто не ждет. Либо что-то там, не знаю, велосипед заново изобретет, как-то очень странно, либо на самом деле что-то интересное изобретет. Но я думаю, мы что-то новое увидим. Как бы я в это верю. Как бы, не знаю, интересная вещь в этом году, то, что у нас, не знаю, у нас какой-то там resurgence, не знаю, ICOs, например, начинает происходить. То есть такая либерализация инвестиций. Я думаю, это довольно позитивно. Мне очень интересно, как Мегаис, например, сделал свой рейс, например, мне было очень интересно. То есть то, что они, по сути, они airdropили call options своим, не знаю, юзерам или людям, которым им было интересно это airdropить. То есть они дали право людям проинвестировать сюда based on different. Я думаю, вот этот интересный нарратив, что ты вместо того, чтобы просто airdropишь людям токены, вместо этого ты им даешь шанс проинвестировать в себя по относительно, не знаю, вменяемой цене, я думаю, это будет такой интересный, позитивный, не знаю, момент, в принципе, в будущем. Я хотел здесь добавить о том, что мне кажется, надо отличать тех, кто действительно поощряет этих пользователей, а кто, условно, пытается замаскироваться под эту модель и пытается просто сделать money grab с юзеров каких-то, которые не совсем понимают, то есть мне кажется, здесь важно дисклоузить, по каким оценкам были предыдущие раунды. Иначе, если ты продаешь ритейлу за оценку, которая дает иксы твоему фонду, то это выглядит чуть-чуть по-другому. И это как раз возвращает нас... Не, я согласен. И опять же, не знаю, кто в лучшей позиции, чтобы это дисклозить, я думаю, это как раз платформа, на которых эти ICOs происходят. То есть, не знаю, грубо говоря, если Coinbase это делает, не знаю, через свои платформы, потому что у них теперь две, у них самая лучшая позиция, чтобы дисклозить как можно больше. Например, когда они модат, они дисклозили довольно много. То есть это было очень приятно видеть. То есть они дисклозили, например, они не дисклозили strike prices, но они дисклозили, например, кто были маркетмейкеры, какие были market-making loans. Не знаю, довольно позитивно, мне кажется, было. Переходя медленно к окончанию, хотел спросить, это какое-то... Я, когда готовился к интервью, не нашел ни одного интервью на русском у тебя. Это просто потому, что аудитория, где ты общаешься, чаще всего англоязычная, или это какой-то осознанный выбор? Не особо осознанный, потому что я думаю, у меня проблема то, что я сам русскоязычные подкасты не слушаю тоже. То есть я, не знаю, очень сильно перешел на английский, и я просто даже не знаю, то есть нас связали, и я так подумал, почему бы и нет. То есть я не против. Кстати, ты говорил, что может быть сложно, но по факту, мне кажется, просто англоязычные понятия англоязычные, но никакой проблемы нет. А судя по твоему ответу, англоязычные подкасты ты достаточно регулярно слушаешь? Слушаю, но и принимаю участие периодически, да. Расскажи тогда, может, какие-то накидай нам имен, какие подкасты ты слушаешь? Хорошо. Наверное, подкаст, который я слушаю больше всего, то есть не больше всего, а чаще всего, это Chopping Block. Это Dragonfly люди, Dragonfly, Тарун и Роберт Суперстейта. То есть они, по сути, по-моему, каждую неделю встречаются, или, может быть, раз в 2 недели, но они просто обсуждают рыночные события. Я у них был пару раз. То есть они довольно веселые, потому что у них, не знаю, относительно противоречивые вещи они говорят иногда. Да, Chopping Block, я думаю, на самом деле один из моих фейворит. Я помню, приходил на Up Only, по-моему, после как раз краша FTX. Во время краша FTX. Это был самый последний Up Only вообще. То есть он после этого закрылся. Он даже закрылся? Я даже не знал этого.
Но он скоро снова откроется. Ну, тогда Ну, все ждут, но никто не знает, да. Да, и было бы классно. У нас есть похожее, если честно, у нас есть подкаст-шоу, а есть другое шоу, где мы тоже обсуждаем рынок. Надеюсь, что когда-нибудь, может быть, мы дорастем, чтобы ты к нам пришел и тоже обсудил какой-то рынок. Из рекомендаций мне бы хотелось еще лично узнать, может быть, какую-то книгу, которую ты... Я догадываюсь, кстати, ответ, судя по названию вашей фирмы, но, может быть, ответ будет другим. Ответ был другим, на самом деле, потому что нет, как бы «Нейромансер» хорошая книжка, точно рекомендую прочитать. Такая, не знаю, она такая комплексная очень. Но из того, для больших открытий последних 2 лет для меня, как раз на тему AI и на тему, не знаю, оптимизма, в том числе насчет AI, это Banks Culture Series. И я на нее наткнулся абсолютно случайно, потому что когда Илон Маск покупал... Что-то он покупал, в общем, помню, наверное, Твиттер. Когда Илон Маск покупал Твиттер, у него как бы там стало известно, как называется его Family Office. Его Family Office назывался Accession, и мне очень стало интересно, такой Accession, откуда вообще это взялось слово. Я выяснил, что Accession — это название одной из новелл в этой Culture Series. И на самом деле вот эта Culture Series — это про то, что, не знаю, 20 тысяч лет from now есть basically, не знаю, прото-human цивилизация, которая называется culture, которая, по сути, управляется AI, которая называется minds. И эта цивилизация, она выходит, как бы у нее нет больше денег, у нее нет, как бы она выходит и делает scarcity. То есть у тебя nothing is scarce anymore. Ты родился в этой цивилизации, ты можешь полететь, не знаю, на любую планету, ты можешь построить себе замок, не знаю, быть мужчиной, женщиной, там, не знаю, может быть, все что угодно делать, все, что тебе захочется. На самом деле, самый большой челлендж — это, на самом деле, понять, что тебе, собственно, от этой жизни нужно. Потому что ты можешь жить вечно, ты можешь, не знаю, полететь, там, не знаю, воевать с кем-то, можешь быть, там, исследовать что-нибудь делать. То есть у тебя, с одной стороны, это очень позитивно, потому что у тебя есть вот этот довольно friendly AI, который живет, coexists with humans and just более-менее, не знаю, manages, чтобы люди там, не знаю, были счастливы. С другой стороны, не знаю, что такое этот post-scarcity world? И как бы тоже очень интересно, как бы, окей, если весь этот AI на самом деле сработает, то, не знаю, один из интересных выводов, которых нас ждет, то, что у нас, например, пропадут деньги. Если у нас пропадут деньги, у нас пропадут, не знаю, акции, у нас пропадут. Все уйдет в ноль, потому что никому она не нужна будет. То есть вот этот вот post-scarcity world — это очень интересный следующий, не знаю, момент для... И вот вся эта Culture Series — это, там, не знаю, там где-то 10 новелл, более-менее, довольно больших. И я рекомендую прочитать все из них, потому что они, не знаю, все довольно интересны. Но это такая очень интересная литература, очень оптимистичная, с другой стороны, очень thought-provoking, потому что ты реально думаешь, окей, да, что будешь делать в этом мире, что человечество будет делать в этом post-scarcity мире, в этом, не знаю, с одной стороны, оптимистичным, с другой стороны, очень челленджем. И она очень, не знаю, умно написана тоже. Очень-очень всем рекомендую. Я, кстати, очень One Love, потому что это мой любимый писатель, на самом деле, Иэн Бэнкс, и у него есть две, как бы я чуть дополню, что у него есть, да, Culture, и есть обычные художественные книги, где не принадлежат этой вселенной. Я начал не с вселенной Culture. Ну, я многим рекомендовал, и могу дать такой совет, что многим тяжело ее начать, потому что книги не структурированы, как общий поток какого-то... ну, нету общей канвы, где она встроена, поэтому бывает иногда начать сложно, тебе кажется, ты начинаешь считать, что ты из середины, но, пожалуйста, кто возьмется за это, не бойтесь, чуть-чуть перетерпите, и потом, когда вы погрузитесь в вселенную, я думаю, что вам понравится. Это было супер приятно, что Бэнкс оказался в этом списке. Я тоже начал не с культуры, я начал, как по-русски будет, фабрика ООС или что-то. Осиная фабрика, да, я тоже представил. Осиная фабрика, да. Да, вот я с нее начал, потом спустя года удивился, что это тот же самый Бэнкс. Да, различается тем, что культура всегда пишется E.N.M. Бэнкс, а обычная книжка он выпускает без этой М посередине. Это легко очень отличить. И те, кто читает на русском, так вы слушаете подкаст на русском, скорее всего, вы, может быть, любите читать на русском, они почти все, точнее, все книги точно переведены на русский,
Но иногда издания придется поискать, потому что они, по-моему, не переиздавались, и достаточно старые издания надо искать где-то, видимо, в атлантических магазинах. К сожалению, сейчас я думаю, что сложно с переводом Бэнкса. Ну что, на этой, мне кажется, позитивной везде ноте. Мне кажется, вы вообще вышли в конце подкаста на самое интересное. Сайберпанк ценности, Иэн Бэнкс, и, в принципе, все не так плохо, крипта будет жить, и все будет хорошо. Что еще надо? Придется еще раз, наверное, сделать еще один менее крипто-фокус. Да, это было бы супер. Спасибо большое, Женя, что пришел. Было очень приятно тебя слушать. Я надеюсь, что многие люди, послушав подкаст, изменят свое видение и на работу маркетмейкера, и на то, чем занимается Wintermute. Потому что мне кажется, что достаточно часто Wintermute представляется каким-то злом в криптомире в какой-то мере. И, понятно, что, наверное, слушая там злодея, тоже не всегда подумаешь о том, что злодей не расскажет о том, что он всегда делает только зло, но я надеюсь, что каждый сам там сделает какие-то свои выводы из подкаста. И мне показалось, что много было вещей, над которыми есть поразмыслить, когда вам рассказывают о каких-то вещах, что кто-то там двигал маркет и так далее куда-то. Поэтому спасибо за то, что больше погрузился в рациональные вещи о том, что является работой маркетмейкера, как на это смотрит Wintermute. Надеюсь, что было полезно и интересно точно. Мне было приятно. Спасибо, что пригласили. Спасибо за подкаст. У меня тоже один из самых ожидаемых подкастов был. Спасибо, что пришел. Всем спасибо, всем пока.